подключить. Так. Одновременно трансляцию начать. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Так. Так, сейчас мы постараемся, ва алейкум ассалам, подключить все. Так. Что-то Телеграм у нас совсем дружить не хочет. Все, YouTube, мы в эфире. Сейчас Телеграм постараемся включить. Загружается очень долго. Сейчас начнем и там тоже. Итак, друзья. Так, освободилось, что... Да нет, вроде работает. Сейчас Телеграм подключается. Надеюсь, он включится. Не знаю. Так, друзья, как я вам и обещал, в пятницу у нас, пятница, суббота и воскресенье у нас эфирные дни. И кстати, я понимаю, что у нас уже 2 января, и для тех не столько, поскольку это праздник прямо уж, а поскольку это уже Новый год, еще минус 1 год из нашей жизни ушел то ли с теплотой и добротой, то ли совсем плохим. Ну, что бы то ни было, я всех поздравляю, желаю, чтобы все ваши мечты сбылись. Надеюсь, Всевышний Аллах все наши плохие грехи оставит в том году, и в этом году помилует нас и сделает на чуточку ближе к райским вратам. Вот так вот скажем. И сейчас я пока, по крайней мере, пытаюсь, не знаю, что здесь происходит с этим телеграм-каналом. Вроде бы подключил. Сейчас загружается, люди вроде показывают, но он почему-то микрофон не включается. Я не знаю, что здесь нужно сделать. Завершить трансляцию. Может, опять начать нужно. Начать заново. Вот. Я прошу прощения, мы, как говорится, до сих пор... Ага, вроде бы сейчас включил. Вроде меня слышно должно быть. 1, 2, 3, 4, 5. Веб разрешить. Думаю, что у меня... Ва алейкум. Нормально, слышно. Все, значит, подключились мы. Ну, да, что, альхамдулилlah. Итак, друзья, я много раз анонсировал, много раз говорил, поскольку у нас сейчас уже подключено и в Ютубе, и в Инстаграме, и в Телеграме, и везде, в социальных сетях, в Фейсбуке, в ТикТоке, и в Рутубе, везде, где можно было подключить, мы подключились. И я вам сказал, что мы занимаемся различными книгами. То есть вы поддерживаете наш канал, мы приобретаем какие-то или иные книги, которые ныне печатаются, если они диктуют или пишут что-либо негативное о нашем народе, или лживое, или
наговаривают на нас или оскорбляют наш народ. Мы эту книгу разбираем, доводим до людей. Там уже люди дальше уже пускай решают, если есть специальная структура, если этим занимается. Если это подходит под статью разжигания межнациональной розни, пускай уже по этой статье идет непосредственно эта книга. Если же нет, люди должны знать, кто чем занимается. Вы ко мне заходите и всегда говорите мне: вот Башлам, вот многие, особенно нарнийцы, не имеющие ни пола, ни мужества, зайти, поговорить, пообщаться здесь, в прямом эфире, никаких проблем нету. Гостей всех мы принимаем. Вы знаете, нужно нажать вот эту камеру с плюсиком, зайти сюда, не материться, просто задать свой вопрос, где я прав, где вы правы, если вдруг что-то есть, или какие-то общие исторические моменты, спрашивать, общаться. Это площадка для дискуссий, для нормальных культурных людей, чтобы не было в дальнейшем никаких проблем. Так вот, ко мне заходят особенно представители моего народа, или, по крайней мере, притворяются, начинают говорить на чеченском языке и говорят: вот зачем тебе надо, вот тебе Аллах накажет за то, что ты разжигаешь между двумя братьями. Вот эти разговоры ведутся, конкретно говорят мне. За спиной в основном, или те, которые боятся показывать своего лица, которые не имеют ни мужества, ни чести этого говорить. Почему? Потому что, смотря в глаза человеку, сложнее выговориться и показать, где ложь, где истина. На протяжении последних с 87-89 года, а сейчас вы уже знаете 26-й год, посчитайте сами, сколько лет прошло с тех пор, когда непосредственно две республики разошлись. Ладно. Об этом мы исторически обсуждаем эти вопросы. Дело не в том, что мы обсуждаем закрытые вопросы, там, граница, не граница. Нет, друзья, вопрос не в этом. Вопрос в том, что это история. История в любом случае, свежей истории не бывает. Бывает история та, которая прошла, которую изучают, которую люди многие не знают. И история ту, которую излагают так, как они ее видят. На протяжении последних 30-40 лет Чечня не было фактически как таковой, некогда было даже отвечать на выпадки и различного рода оскорбления против нашего народа. Искусственное разжигание межнационального, искусственное разжигание между одной нацией, максимально деля этот народ на различные тейпы, тукумы и так далее и тому подобное. Вы можете сказать, что это незаметно или это незначимо. Валлахи, билахи, талахи, это значимо. Почему? Потому что когда проходит определенное время, значимо это или нет, показал 2018 год. Ни один раз чеченский народ не выходил против своих братьев, считающий себя единым даже народом многие, не выходил против них на митинги. И тут вопрос даже не в том, что начинают рассказывать и говорить, якобы это было против Евкурова и против Кадырова. Не было это против Кадырова и против Евкурова. Не было. Вопрос был не в Евкурове и в Кадырове. Главы субъектов этот вопрос могли решить и так, и так. Почему же вот это произошло? В 2012, 2018 году, в 1992-1993 году это все происходило. Это периодически происходит. Ошибки оставленные, вопросы нерешенные, они всегда, незакрытые вопросы, они всегда оставляют последствия. И те люди, которые приходят, говорят мне, вот зачем ты этим занимаешься, ты разжигаешь, мы же один народ. Шудухдах же, я всем говорю и сейчас, и вам я вам говорю. Повторюсь еще раз. Есть причина и есть последствия. Вы боретесь со мной как с последствием этого вопроса, но не решаете вопрос причины. Нужно решать причины. Причины в вас заключаются.
Итак, и возможно я захожу издалека, но чтобы людям было понятно, сейчас я вам скажу, когда, в 25-м году сейчас я вам скажу. Месяц точно хотел узнать. Двадцать 25-й год. Сейчас постараемся узнать. Январь, февраль, март. В марте месяце выходит книга. Вот такая. Чтобы было понятно, вопрос по границе закрыт. Прошло после этого 7 лет. Выходит вот такая книга. Здесь 857 страниц. Если я не ошибаюсь. 856 страниц на этой книге. Книга сама называется «Ингуши не забудут родных очагов и могил предков». Историко-документальный роман написано здесь. Конечно, вы можете сказать, что это, в принципе, обсуждать серьезные люди не будут обсуждать романы. Конечно же, я не занимаюсь какой-то, там, не знаю, сидеть в эфире, обсуждать книги, там, романы какие-то. Это не мое. Не потому, что я не хочу, просто у меня времени нет. Я занимаюсь конкретно историей, конкретно документами. Так вот, на этой книге среди 856 страниц огромное количество документов. Фактически, касающихся вопросов романа, я здесь не вижу в этой книге. Мы зачитали пару документов с этой книги в прошлый раз, которые по сути своей, они могли, для людей, которые старшего поколения, могли немножко удивиться тому, что написано. Дело в том, что вот эта книга написана человек, возможно, этот Аджигов Тамерлан Султанович, он-то и сам, может быть, и не является каким-то государственным деятелем, опять же, я не знаю, но факт остается фактом. Все документы, которые изложены в этой книге, чтобы было понятно, вот так я их отметил, чтобы было понятно. Особо важные документы, вот так я отметил, вырезая, точнее, моменты, вот. Да? И что же такого важного вы можете сказать, что же такого важного касаемо истории описывается в данной книге. В данной книге, прежде чем, как и в прошлый раз мы зачитывали, я обязательно вам зачитаю, процитирую каждое слово, которое было написано, чтобы завтра не говорили, что я от себя что-то говорю, хотя я прекрасно могу высказаться коротко от себя, что там написано. Здесь описываются документы, описываются именно того периода 90-й, 89-й, 90-й, 91-й, 2-й, 3-й года. И все люди, которые были непосредственно заинтересованы в том, чтобы в тот момент, когда разделялись, когда уходили, когда кто что говорил. И вы знаете, здесь же точно так же указываются высказывания каких-то осетинских сепаратистов, так они говорят на этой книге, и так далее, и тому подобное. Что меня удивляет? Удивляет то, что в 89-х годах, еще 80-х годах, да, 89-е, 90-е годы, вопросы, которые мы рассматривали, которые мы говорили, как они отсоединялись, как они создавали республику, как они говорили, что отсоединились от чеченцев для того, чтобы вернуть пригородный район. Мы это всю ложность этих документов показывали Бимбулата Богатырева. Потом, что сказала непосредственно Галазов и его команда осетинская, что они позволят создать Ингушскую республику только при условии, что они создадут эту республику на базе земель Чечено-Ингушской автономной области. То есть земли, чтобы они создали республику на землях чеченцев и ингушей. Но уж не точно, не для того, чтобы там выделить из пригородного района. И эти моменты здесь четко очень много отрегулировано, описаны.
Здесь земли, проблема в том, что в эти документы это описывает не какой-то левый клерк. Сегодня мы будем, то, что меня немножко удивило, был некий Арсамаков, Мальсагов Арсамак, был, сейчас, так, Арсамак Мальсагов, бытность заместитель председателя Совета министров ЧССР. Вот. И вот что же написал этот человек, и какие документы были взяты у него, и какие документы попали в эту книгу. Я просто был поражен. Честно сказать, я был поражен. Если эти книги, если эти документы прямо взяты и цитируются из его книги, это позор на самом высшем уровне. Это такой позор просто, позор всем позором. Вы поймете почему. Потому что я думал, что вот когда возникла вот эта проблема 2018 года, я думал, тогда выдуманы были вот эти касаемо Карагалиновского, Шелковского района. Я думал, что это тогда было выдумано. То есть сейчас буквально, в новейшей истории. О том, что чеченцев хотели потопить в Каспийском море. Что я тоже думал, это выдумано вот буквально вот-вот. И просто это выдумали нордейцы. Оказывается, люди на самом высоком уровне, я это зачитаю обязательно, говорили о том, что всех чеченцев хотели потопить в Каспийском море. И если бы не ингуши, то их бы не выслали, а утопили в Каспийском море. И мы должны благодарить, а не говорить о землях сегодняшних, что чеченцев всех не утопили в Каспийском море. И это на полном серьезе пишет человек в своей книге. «Черное и белое» она называется, да? Кажется, эта книга называется у него. Мы его зачитаем. А в дальнейшем его берет уже непосредственно, переписывает другой человек, этот Аджигов. То есть я к чему вам говорю, почему мы говорим эти книги, почему мы обсуждаем вот эти вопросы. Эти книги, эта книга напечатана в 100 экземплярах. Я не знаю, переиздадут или посчитают ее за экстремистской. Там очень много негатива. Там очень много оскорблений чеченцев в этой книге. То есть столько ерунды намотали. Там якобы выгнали, все первые места хотели занять чеченцы и так далее и тому подобное. Вы с этими документами, я их обязательно зачитаю. Есть и позитивные моменты, есть и несостыковки. То есть в одном месте они врут, а в другом месте они уже пытаются исправиться. И сами, не понимая, противоставят себе одни и те же вопросы. Ну, в дальнейшем при зачитке этой информации вы с этим ознакомитесь. Опять же, я не прошел еще даже треть этой книги, столько негатива, всего, что проходило в 90-х годах, о нашем народе, о перевороте, обо всем этом написано в этой книге. Но самое интересное, что есть вторая книга, очевидцы того же периода, есть вот в этой книге. В поисках национальной идентичности. И в этой книге мы сделаем сопоставление непосредственно. Мы сопоставим эти книги, и вы поймете, кто лжет, кто просто-напросто ради красного словца пишет в книге. То здесь в основном о воссоздании этой республики, о пригородном районе говорится, что чеченцы вообще фактически ничего не сделали. Почему? Потому что даже этот сам же Мальсагов Арсамак, он говорит, что вот когда даже они отправляли бумаги, документы, руководство в лице Завгаева, Хазбулатова и всех остальных, что они игнорировали, и они игнорировали, федеральный центр игнорировал. Хотя в этой книге
создано несколько комиссий государственных, участники этих комиссий до сих пор живые, которые реально сделали очень многое для того, чтобы пригородный район был возвращен. Вы можете сказать, вот в истории этот вопрос очень болезненный вопрос. Потому что на сегодняшний день, когда сегодня говорят, они до сих пор в этих книгах и пишут, и говорят, что у них якобы отобрали земли в 2018 году. Пишут и оставляют. А люди читающие, они читают книгу. И завтра эта книга становится тем самым раздором, как сегодня мы знаем. Как они нам напоминают и говорят, что вот почему вы Бузуртанова, Абадеева до 2018 года вы не обсуждали этого. До 2018 года Нохчи даже и не думали, честно сказать, что вот такой вот негатив, вот такое оскорбление есть в адрес нашего народа. А оно все полилось. И полилось страшной силой. И сегодня, когда мы опровергаем, говорим, вот это ложь, вот эти ролики ложь, вот эти карты ложь, вот эти книги ложь, мне приходят и говорят, это не надо опровергать, оставь это. Это все само уладится. Это никто, один зашел вообще, какой-то безродное, бесполое чмо заходит и начинает рассказывать какие-то, ты, говорит, относишься к каким-то маздаки, там, хазарскому каганату, ты стравливаешь между собой ингушей, чеченцев. Кого я стравливал? Хоть один пост покажите, где я кого стравливал. Вы должны понимать, что сотрудники различных ведомств сидят в этих же социальных сетях и смотрят. А я человек, который не прячет свою личность. Я никого не оскорбляю, я зачитываю книги и цитирую их. И говорю, что вот эта книга как раз-таки разжигает. Вот эта книга как раз-таки разжигает. Почему в этой книге льется ложь, неподтвержденные документальные вещи. Здесь очень много вещей. Клеветы здесь тоже достаточно. Оказывается, Дмитрий Лихачев был такой академик. Закон о реабилитации принял. Почему? Послушайте, в этой книге говорится. Я не пожалел времени, поискал выступления. Ничего не подтвердилось. Это 100%. Когда пошли Бимблат Богатырев, еще один Сереждин Беков, кажется, они поехали, зашли к Лихачеву, что в Сибири был лагерь. Я это вам тоже скажу. В этом лагере была отдельная кучка, и там были воры, убийцы, рецидивисты, они избивали интеллигентов, и он остался в живых только благодаря кучке ингушей, которые защитили его. Исходя из этого, он поддержал и написал письмо Борису Николаевичу Ельцину, и это письмо стало одним из факторов того, что чеченцев, ингушей, калмыков и всех остальных реабилитировали. И эти вещи они пишут официально в книгах. Я читал записки Лихачева, искал их. Только на одном сайте, в ингушском, именно только ингушском сайте, я нашел подтверждение. Сами же книги, мемуары Лихачева нигде, ни письмо Борису Николаевичу Ельцину, нигде не упоминается ни о каких национальностях. То, что он поддерживает закон о реабилитации народов, это есть. Но что кто-то его защищал, где-то защищал, этого нет. И таких моментов очень много. Очень много, поэтому важно знать, важно понимать, что пишется на этих книгах, где, что говорится, почему оскорбляется. И это еще, опять же, повторюсь, эти книги еще не самые сложные. Вот сейчас выходит трехтомник в Грузии, я представляю, что будет там. Но я вот бузуртановские сказки поднял, нарский эпос, там вообще, а вот здесь я вот сейчас вам буду зачитывать. Если у вас будут вопросы, готовьте вопросы. Это для меня, как человека, который занимается историей,
что человек такого высокого ранга в документах пишет такое и оставляет, и ему верят. И это не те шныри, там, какие-то безграмотные люди, которые собираются, сидят где-то на лавочке и обсуждают, рассказывают сказки. Это люди, которые работают на самых высоких, работали на самых высоких государственных органах. СССР в то время, ЧССР и СССР, РСФСР, называйте как хотите. То есть вот такие вещи с тех пор несут и рассказываются о нас. Поэтому я надеюсь, вы дотерпите до конца, послушайте. Если хорошее, если плохое, вы уже сами для себя поймете. Так. Итак, друзья, здесь есть, уже позже зачитаем, договор между Чеченской Республикой и Ингушской Республикой о принципах определения границы их территорий. Вот так называется документ. Вот, это самое начало, я буду зачитывать быстро, чтобы вам было понятно, о чем речь идет. Чеченская Республика, Ингушская Республика, далее, именуемая высоким, договаривающиеся стороны. Учитывать важность сохранения и укрепления традиций узбратства между чеченскими и ингушскими народами, сознающих себя единым этносом. Считая, что территориальное размежевание и установление государственной границы между Чеченской Республикой и Ингушской Республикой возможно только с учетом мнения и желания сторон, и что вмешательство в этот процесс третьей стороны может обострить межнациональные отношения. Осознавая свою ответственность перед народами высоких договаривающих сторон и мировым сообществом за сохранение гражданского мира и межнационального согласия в Кавказском регионе. Договорились о ниже следующем. Статья номер 1. Высокие договаривающиеся стороны обязываются не проводить территориальное размежевание и не устанавливать государственные границы между Чеченской Республикой и Ингушской Республикой без согласия на это обеих договаривающих сторон. Пункт 1 статья. Кстати, эта статья была нарушена. Эта статья была нарушена в 2005 году ингушской стороной. Второе. Статья номер 2. Высокие договаривающие стороны обязуются не допускать участия или посредничества в переговорах территориального размежевания какой-либо третьей стороны. Этот пункт тоже был нарушен. В дальнейшем это даже сейчас, в 2018 году, всяческим образом туда втягивались различные провокационные силы, разгонки, так называемые красные горшки и тому подобные, или блогеры, которые приехали с Байкала, втягивались в этот вопрос по границе. Этот пункт тоже был нарушен. Ну, это я вам зачитываю, чтобы вы понимали. 3 статья. Договор в целом и его отдельные положения не могут быть отменены, изменены или дополнены в одностороннем порядке, что было тоже нарушено, и в одностороннем порядке они были изменены. Договор вступает в силу с момента его подписания, ратификации. Совершено в городе Грозном 23 июля 1993 года в 2 экземплярах, каждый на чеченском и ингушских языках. Причем оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. За Чеченскую Республику Джохар Дудаев, президент Чеченской Республики, за Ингушскую Республику Руслан Аушев, президент Ингушской Республики. Совместное заявление правительства Чеченской и Ингушской Республики. Правительство Чеченской и Ингушских Республик, глубоко осознавая свою историческую общность, будучи родственными по крови, по языку, религии и культуре, они составляют единую этническую семью народов Кавказа, корни которых уходят вглубь тысячелетия. Во все времена история войнахов их связывала единая судьба в годы созидания,
Вот честно сказать, вот здесь я его отметил для себя. Единая судьба в годы созидания и века кровавой борьбы против иноземных захватчиков. Тут я поставил под сомнением, конечно, какая кровавая борьба с иноземными захватчиками у нас отражалась совместно. Это, конечно, оставим. Но я думаю, здесь для красного словца. Во все времена история войнахов, их связывала единая судьба в годы созидания и века кровавой борьбы, я тогда читал. Это единство засвидетельствовано в неоднократных совместных государственных образованиях и в общем борьбе за свою независимость. Это тоже чушь. Единстве засвидетельствовано неоднократно в совместных государственных образованиях. Совместных государственных образований не было. До 1934 года было, вот тогда было совместное, до этого вообще территориально-ингушского вообще ничего не было, до 1862 года. Какие совместные государства в этом документе говорится, я честно не знаю, но написали, что это было так. Их постигли общие беды и горы. Их не разделяли при геноциде, ни при царской, ни при коммунистических империях. Это тоже неправда. При царской власти разделяли, при депортации не разделяли, вместе были. При коммунистах нет, вроде бы при коммунистах были вместе. Но поскольку Гекалу, Гапур Ахреев, память дружбы народов стоит в Грозном, мы знаем это, да? А при царской власти мы вместе не были. Мы, наоборот, были противниками данной ситуации. Их постигали общие беды и горе, их не разделяли при геноциде и так далее. Сегодня волею судьбы, не по вине самих народов, чеченцев и ингушей, оказались временно разделенными на две части. Освободилось. Так, освободилось. Бяхмарил. Я пытаюсь все время наладить это. Но я, как говорится, это не получается. Да и она. Так. Вот так бывает, когда вроде бы все сделал, не знаю, сейчас меня слышно или нет. В Телеграме. Если слышно, Телеграм что больше архаитиш, хэшлуйсо яваться. Хорошо. Все, хорошо. Так, дальше, зачитываем дальше документ. Сегодня волею судьбы не по вине самих народов чеченцы и ингуши оказались временно разделены на две части. В этот судьбоносный момент для обоих народов особенно важна солидарность и братская взаимоподдержка. Только глубоко осознание общности своих интересов, целей, исторических судеб поможет каждому из них вместе обеспечить реальную свободу и независимость. Осознавая историческую миссию, выпавшую на их долю, правительство двух республик заявляет о своем приверженности делу укрепления дружбы и братства. Заключение договора о характере границ между нашими государствами явится первым шагом для дальнейшего укрепления дружбы и братства чеченского и ингушских народов и открывает путь к дружбе, добрососедству и сотрудничеству со всеми народами Кавказа. Да осветит Всевышний наш праведный путь. Вот так цитата заканчивается.
Это вот заключение, которое между собой делает Джохар Дудаев и Руслан Аушев. Описывается. Дальше быстро пробежимся, чтобы было понятно. Это все пишет Арсамак Мальсагов. И здесь это цитируется. Я особенно хочу, чтобы послушали и старшее поколение, и тем, кому за 30, вы поймете, в чем фишка, что обсуждалось уже в 90-х годах, и как подставлялся чеченский народ, как Тейшамболх делали чеченскому народу, как, грубо говоря, описывают его с негативной стороны. И это началось не сейчас. Просто одна есть фишка. Всевышний Аллах делает так, что вот эти документы и бумаги, когда ты выкладываешь, ты выдаешь сам себя. То есть показываешь, какую же ты подложил грязную свинью, грубо говоря, людям, которые тебе доверились. Мечта народа сбылись. Есть предпосылки образования республики Арсамак Мальсагов, бытность заместителя председателя Совета министров ЧССР в своей книге «Белая и жизнь» освещает события 1989-1991 годов, касающихся ингушей. И вот тут уже самое интересное. Здесь уже самое главное. Я прошу заметить, он заместитель председателя Совета министров ЧССР. И он в своей книге «Былое и жизнь» освещает события 1989-91 годов. И оттуда все цитаты, касающиеся этого вопроса, забрал уже в этой книге, пишет Аджигов, вот этот, который перепечатал этот документ и выпустил свою книгу в марте месяце этого года, прошлого года. Жизнь населения республики 1989-1991 года превратилась в самую сложную и непредсказуемую со времен восстановления Чечено-Ингушской АССР после выселения 1944 года. Новые проблемы создавали стихийно возникшие общественные организации чеченцев и ингушей. Ингушские организации ставили вопрос о возврате ингушских земель бывшего пригородного района в составе ЧССР, которую, вопреки решению Верховного Совета СССР о восстановлении после возвращения на родину чеченцев и ингушей, восстановлении прежнего статуса Чечено-Ингушской республики с 1957 года, о восстановлении территории, прежних границах, не соблюдается. По указанию с Москвы пригородный район, сердце ингушского народа, остается за Северной Осетией. Еще в сентябре 1988 года, после ряда митингов, многократных устных и письменных обращений ингушского народа и правительственными органами России о возврате незаконно отторгнутых ингушских земель, в Москву выехала ингушская, вот слушайте, выехала ингушская делегация в составе Шукри Дахтильгова, Башира Тимурзиева, Магомеда Илиева с обращением ингушского народа к ЦК КПСС и правительству России о положительном решении этого вопроса. Отдел международных отношений ЦК КПСС не поддержал просьбу ингушской делегации. Население волновалось. Ни одно собрание, ни один сход жителей ингушских населенных пунктов ЧССР не проходил независимо от повестки дня без вопросов о возврате земель бывшего пригородного района. Многие жители, проживающие там, не только лишились своих домов, но после возвращения не имеют права даже на строительство для себя новых домов и населенных пунктов, из которых в 1944 года их выслали. Меня также, и тут уже дальше цитирование, меня также, как и любого ингуша, волновало беззаконно отторгнутые земли бывшей ЧССР. Я видел бездействие наших республиканских органов в отношениях с федеральными. То есть Арсамак Мальсагов, являясь сам чиновником, в данной ситуации больше обвиняет и говорит бездействие, то, что не действовали, хотя чуточку ранее сам указывает, что они выехали, делегация выехала в Москву, что их абсолютно никто проигнорировал, и этот вопрос просто-напросто, грубо говоря, их отшили. Но этот человек все-таки обвиняет, здесь уже начинает просказываться, обвиняет не столько федеральный центр и Москву, сколько обвиняет региональные власти, а то бишь региональную власть, к которой он сам относится, а он имел огромную должность на данный период, но начинаются вот такие вот высказывания.
даже в правовых рамках, в которых мы сами могли бы укрепить решение этой проблемы, мы ничего не делали, рассчитывая на то, что все сделают федеральные органы. А те уходили и продолжают уходить от решения этой проблемы. В связи со сложившейся ситуацией я обратился с письмом 25 числа 8 месяца 1989 года в адрес обкома КПСС ЧССР, бюро Чечено-Ингушского обкома КПСС. Считаю необходимым рассмотреть на бюро обкома вопрос, который волнует большую часть ингушского населения не только нашей республики, но и проживающие за пределами. Вопрос о возврате земель бывшего пригородного района ЧССР, входящие ныне в территорию СУА СССР. Я не решился поднять эту тему на пленуме обкома 24 августа, который был посвящен вопросам общественно-политической обстановки в республике, хотя готовился именно к этому вопросу. Каюсь, поэтому хочу исправить свою ошибку. То есть, в то время он, грубо говоря, испугался, не сделал этого. Проходит определенное время, потом он в своей книге пишет, что хотел поднять этот вопрос, но он сейчас кается, но он не поднял этот вопрос. Но все-таки, грубо говоря, говорит, что никто ничего из этой власти не делал на данный период. Я прошу вас не спешить, потому что в этой книге, вот в этой книге, мы найдем продолжение и другую сторону этих документов. Так что оставайтесь и слушайте обязательно, здесь очень важные моменты. Короче, если здесь дальше зачитывать, коротко, здесь про пригородный район, про Манкиево, потом августа 1989 года, этого года, единый политдень среди работников завода «Электроинструмент» в городе Назрань. Все вопросы, которые они поднимали, были о территории пригородного района, причем чувствовалось какое-то не просто возбуждение, а ожесточение. Я проинформировал об этом первого секретаря Назрановского райкома КПСС Мякиева, приехав в город Грозный, первого секретаря Чечено-Ингушского обкома Завгаева, председателя Верховного Совета ЧССР Бокова, Боков тот самый, который в 1983 году отдал почти что 30% озера Казиной Ам в Дагестан, Данилову. Бокову ХХ, сейчас обращаюсь к вам, уважаемые члены общественного обкома, и так далее и тому подобное. Итак, эти моменты я пропускаю. Я хочу перейти на те моменты, которые я отметил, которые касаются непосредственно ДАС, которые меня, конечно же, немножко шокировали. Ложь просто есть, там есть некоторые моменты, которые ложь, просто сильнейшая ложь здесь это. Итак, и подпись тут желанием добра, мира, с уважением депутат Верховного Совета ЧССР Марсагов Арсамак 1900. Это письмо осталось без ответа, то есть отправил он письмо чеченскому обкому, никто не ответил, никто на это не отреагировал. Дальше пишет, Госплан, вот здесь. Это письмо осталось без ответа. Заведующий орготделом обкома партии по поручению секретаря обкома по телефону ответил мне, что обком делает все возможное, но положительных результатов нет, поэтому информировать население не о чем. То есть о вопросе в пригородном районе. Не о чем информировать, они говорят, потому что вот он сказал, что в Назране поднимается недовольство, почему пригородный район не возвращается. Он передал Завгаеву, он передал другой власти, честно сказать. Я не знаю, тут передавать, он, имея сам такую должность, напрямую мог там не писать письма, а подойти и рассказать это. Но не суть, не в этом речь. Они отвечают, что там говорить в принципе не о чем, потому что ничего не делается. Ну, по крайней мере, здесь он говорит так. Итак, и дальше. Заведующий отделом, так. В сентябре 1989 года на втором съезде ингушского народа была принята резолюция о восстановлении автономии Ингушетии и образовании в этих целях оргкомитета. Это вызвало новую волну митингующих. Чтобы как-то утихомирить в каждым днем разрастающие страсти среди ингушской части населения, а здесь четко отмечается, что среди ингушской части населения республики, правительство России предложило
нам разработать программу социально-экономического развития 3 районов. И тут самое важное начинается. Разработку 3 районов. Послушайте. То есть Москва 3 района. Назрановского, Сунжинского и Малгобекского, где преимущественно проживали ингуши. Госплан республики приступил к этой работе, которую правительство России обещало сделать федеральной программой. Комиссия, о которой говорит Завгаев, так и не приехала, которая должна была быть создана. Но неважно. Тут он опять обвиняет Завгаева. Вместо нее, слушайте, вот эти дальше. В совещании представили 3 секретаря обкома и 1 заместитель председателя правительства. Отсутствие на совещании первых лиц руководителей Северной Осетии показало, что они не придают этому совещанию никакого значения. Они считают земли пригородного района своими и не желают эту тему даже обсуждать. Без них осетинская сторона на совещании не могли принять никаких решений, и оно превратилось в простую говорильню. Так ни с чем мы и уехали из Орджоникидзе, чего осетинская сторона и добивалась. Итак, дальше зачитываем важный момент. В мае 1990 года на первом съезде Верховного Совета РСФСР наш депутат Бимбулат Богатырев выступает перед парламентариями с предложением оказать содействие в восстановлении автономии Ингушетии и о возврате земель пригородного района, бесправно переданных Северной Осетии. В то же время в своей сессии Верховного Совета СССР выступает депутат Верховного Совета СССР, чеченец Саламбек Хаджиев, который поднял те же 2 вопроса о восстановлении автономии Ингушетии и потребовал исправить незаконно принятое решение о передаче чинно-ингушских земель пригородного района и Северной Осетии. Это единственный момент, валикум ассалам, это единственный момент, когда в этой книге сказали правду о том, что в вопросе по пригородному району был задействован чеченец Саламбек Хаджиев, который высказал о выступлении в Верховном Совете СССР. Вот это один момент, который Арсамаков себе допустил. Я не знаю, как он допустил. В других случаях все вопросы, все проблемы, все решается только с помощью самих ингушей в данной книге. Хотя есть еще другая книга, которая говорит немножко иную информацию. Депутаты с обоих выступлений признали законность исполнения просьбы Саламбека Хаджиева не осмелились. Вот здесь самое интересное. Депутаты в своих выступлениях, признавая законность исполнения просьбы Саламбека Хаджиева, не осмелились принять постановление в пользу ингушского народа Бах. Они защищали право Северной Осетии, присвоившие чужие земли, по которой, несомненно, незаконно поселили мигрантов в Южной Осетии. Выступление Бимбулата Богатырева Саламбека Хаджиева вызвало бурю протестов жителей Северной Осетии. И так далее, и тому подобное. Да, дальше уже нас не касается. Бимбулат Богатырев и Хаджиев своими выступлениями показали, что среди чеченцев и ингушей еще не перевелись патриоты, которые, как они, рискуя своим будущим, не побоялись защитить интересы своего народа. Это единственные моменты. Эти выступления впоследствии играли большую роль в воссоздании Ингушской республики. И зная законы гор, некоторые присвоили чужие земли. Наверное, понимали, что все это народом Ингушетии будет помниться долго, и вряд ли это
это нравится простому осетинскому народу. Ты знаете, вот я бы зачитал там, это выступление впоследствии играло большую роль в воссоздании республики. Чужие земли, наверное, присвоение чужих земель, к сожалению, присвоение чужих земель, вот этот вопрос добрососедства, о которых они говорят и конкретно имеют конкретные притязания к осетинам, чеченцы могут сказать: а зачем же вы в 2009 году поступили так? По верхней части, где были заняты 29 тысяч гектар земель, которые у стихаря в 2009 году взяли. Это факт. Ладно, дальше читаем. У чеченских организаций было... Итак, читаем дальше. Здесь уже начинается обвинение непосредственно в наш адрес. У чеченских организаций было в основном два вопроса. Одни требовали выхода чеченцев из состава СССР. Это они в своей книге пишут. Другие противились выходу из Чеченской республики Ингушской территории. Во-первых, первая ложь. Чеченцы из состава СССР не выходили здесь после развала ЧССР. Почему? Потому что ложь можно доказать это элементарно простыми вещами. Чеченская республика, Чечено-Ингушская республика, единственная из северокавказских регионов, которые были против развала СССР и проголосовали, если я не ошибаюсь, то ли 91, то ли 92% против развала СССР. Поэтому это в первую очередь ложь. То, что они не вошли в РСФСР уже в дальнейшем, это уже другой вопрос. И дальнейшее говорит. А вторая часть, говорят они, которые считали, вторая противилась выходу из Чеченской республики, Ингушской республики, территории, которую они считали своей, как Малая Чечня, не признавая Ингушетию. Ингуши, несмотря на негативное отношение, это, кстати, чтобы вы знали, вот это пишется в 1989 году. Это просто сейчас перепечатывается. Они говорят, что в то время чеченцы занимались двумя вопросами. И один из этих вопросов заключается в том, чтобы ингуши не отсоединились. Почему? Потому что ингуши забирают Малую Чечню, не признавая Ингушетию. Ингуши, несмотря на негативное отношение со стороны правительства СССР, не ставили вопрос о выходе из состава СССР. То есть здесь они уже показывают, заигрывают с русскими. То есть они говорят: мы не хотели выходить из СССР, а вот чеченцы хотят. Здесь уже хотят показать заигрывание с Москвой, с федеральным центром. Вот якобы чеченцы плохие, а мы хорошие. Ну, мы знаем, эта картинка, это не в первый раз. Ну, причем это уже подтверждается документально уже здесь. Разногласия с чеченскими общественными организациями накаляло жизнь двух родственных народов Чечено-Ингушетии, которых в 1944 году, слушайте дальше, без разделения по национальным признакам вместе выслали со своих родовых земель на Кавказе в Казахстан, Киргизию. Фактически стоял вопрос, и здесь слушайте дальше, фактически стоял вопрос о выселении чеченцев, а эшелоны с чеченцами направить в море и потопить. У них были политические банды, у ингушей не было банд. Осетинская верхушка обратилась к Берии. Слушайте дальше. Это описано в этой книге. Вот в этой книге. Вот так они пишут о чеченцах. Еще раз повторюсь. Фактически стоял вопрос о выселении чеченцев, а эшелоны с чеченцами направить в море и потопить. У них были политические банды, у ингушей не было банд. Осетинская верхушка обратилась к Берии, когда он принимал молочные ванны в селении Дачном осетинскими девушками, чтобы он
попросил Сталина, чтобы и ингушей выслали. Они родственные люди, что чеченцы и ингуши очень близкие люди, войнавское племя. Если их вместе не выслать, куда бы ни выслали чеченцев, в любой конец света, оставшись на Кавказе, ингуши будут им помогать, и их земли, дома, богатства не достанутся осетинам. Берия с разрешения Сталина отменил приказ о потоплении вагонов чеченцами, Ладош. Были проложены рельсы, с чеченцами, были проложены рельсы в Каспийское море, Бах. И это люди пишет человек, который занимает зампредседатель правительства в своей книге. Ни одного документа исторического, реального, где были проложены железные рельсы в Каспийское море, и чтобы нужно было затопить чеченцев, нету ни одного документа. Чтобы вы знали, официального, неофициального. Откуда вы они взяли? Откуда этот бред появился на этой книге? Откуда вот эти мифы? Я, честно сказать, не знаю. Нету никакой ссылки, никакого документа, никакого архивного документа, ни документа ни с КГБ, ни с МВД, ни с Министерства обороны. Однако вот такую вот чушь распространяет. И дальше, это еще не все. К старому приказу приписали ингушей, то есть к приказу депортации чеченцев, после этого, после жалобы осетин, приписали ингушей, говорят. Слушайте. И 23 февраля 1944 года ингуши и чеченцы были высланы в Казахстан и Киргизию. По воле Аллаха, с помощью ингушей, чеченцев не утопили в море. Валлахи, биллахи, таллахи, я вам говорю, вот это написано вот в этой книге на странице 445. По воле Всевышнего, благодаря ингушам, чеченцев не утопили в море. Вот такое пишется в книге, и потом мы удивляемся, почему такие вещи говорят, почему такое обсуждается и откуда это появилось. Это еще не все. Это еще не все. Политически значимость. Политически значимость. Нету ни одного документа. Эта книга написана в марте месяца прошлого года. И этот человек, который это написал, он написал свои книги, он занимает место, я же говорю, он является зам, он является, ничего его, камори, должность, термин должность моя, это же не какая-нибудь там заместитель, председатель Совета министров ЧССР. Зампредседатель правительства. Это пишет не какой-нибудь чепушило, понимаешь? Так, и дальше. Вот это удивляет. Вроде интеллигенция, но такую чушь нести, это позор. И дальше смотрим, читаем. То есть они с уверенностью это так записали, то есть я просто был в шоке. Я читал очень многие документы по депортации, по чечевице, я многие документы видел, архивные документы видел, секретные документы видел, различные, да, о депортации. Ни в одном месте, кроме вот этой Филькина грамота, особенно в 90-х годах она появилась, якобы были проложены железные дороги в Каспийское море, чтобы потопить чеченцев. Ну, хоть чуть-чуть люди, которые занимаются инженерными работами, они прекрасно знают, как это возможно или невозможно, смысл есть или нету, отправлять поезд в Каспийское море, чтобы потопить их всех там. Ну, ладно, хорошо, нас-то там было почти что за 500 000. Там же есть люди, которых еще меньше. Калмыки, карачаевцы, татары, немцы крымские. Там очень много народов, которых намного меньше и намного проще было. Но никого
ни один народ не был утоплен в Каспийском море или где-либо. Но ради приподнять свою... Они пишут, что здесь четко написано, благодаря Всевышнему Аллаху, индусскому народу, тут здесь написано, вот, к старому приказу приписали ингушей, и 23 февраля 1944 года ингуши, чеченцы были высланы в Казахстан, в Киргизию. По воле Аллаха с помощью ингушей чеченцев не утопили в море. Дальше, слушайте. Всю жизнь они должны молиться ингушам, а не спорить с ними по земельному вопросу. И так у ингушей нет земли. А они последнюю хотят забрать. Это верхушка Чечни ненасытная. Я как сегодня помню, когда восстановили республику ЧССР при участии правительства Чахкиева, Алмазова, Гайрибекова, было согласовано с Москвой и Северной Осетией, что пригородный район останется в Осетии, а ЧССР вместе с ним, ЧССР вместо него дают Шилковской, Наурский и расширяют на Теречный район. Это ложь. Это ложь. Этот человек клянется, божится и говорит, что мы должны благодарить за то, что нас не утопили в море. Это все написано в вашей книге. Вот, возьмите. Это говорит ваш заместитель, председатель, совбез, нимсовбез Арсамак Мальсагов. И этот человек лжет. Нет ни одного документа, который после возвращения, где было написано, что вот еще раз повторюсь, Чахкиев, Алмазов, Гайрибеков было согласовано с Москвой и Северной Осетией, что пригородный район остается в Осетии, а ЧССР вместо него дают Шилковской, Наурский и расширяют на Теречный район. Валлахи, биллахи, таллахи, нету ни одного документа. Сам Бимбулат Богатырев и газета Сердало и многие документы, которые мы показывали, говорят, что взамен пригородного района никто не предлагал и никто бы не согласился. Вы врете. Это ложь вашей крови. И пусть Всевышний Аллах вас призовет за эту ложь. Почему будешь? Ложь на лжи. Что штука? Башлам, Бодек Цабиз, видел, Эллио, вот как раз ты дочитал этот документ. Посмотри, как они формулируют нашу, вот, если правду легче, почему вот вы хотите вернуть свои земли, то есть, Сунжинская часть этого района и другого, почему вы хотите вернуть свои земли? Оставьте эти земли нам, у вас же и так много земли. Да, вот здесь потом давай я зачитаю, чтобы было понятно, а может дышишь. Давай зачитаем. Это верхушка, Чечня, ненасытная. Я как сегодня помню, когда восстановили республику, освободила. Здесь, к старому приказу 23 февраля 1944 ингуши, чеченцы были высланы в Казахстан, Киргизию, по воле Всевышнего Аллаха с помощью ингушей чеченцев не утопили в море, запятая. Всю жизнь они должны молиться ингушам, запятая, а не спорить с ними по земельному вопросу. И так у ингушей нет земель. А при чем тут проблема чеченцев, что у них нет земель? Чеченцы, еще раз хочу повторить, чеченцы не прогоняли ингушей. Чеченцы не говорили «отделяйтесь». Чеченцы не говорили «уходите». Вы сами, все ваши и юристы, все говорят, они отсоединились. Почему? Только отсоединившись, они могли претендовать на возвращение пригородного района. Но когда этот вопрос восстановления автономной республики Ингушской даже говорилось, вам сказали, даже если вы будете в составе России, вам не дадут пригородный район. И восстанавливать вы будете только за счет непосредственно чечено-ингушских земель. Вы не отказались и согласились. И получили часть Малгобекского и Сунжинского района. Но не получили пригородный район. И это полностью отрицание. То есть вы сами говорите одно, а здесь уже другое. И здесь опять утверждает и говорит об этом. Дальше идет здесь. Шилковской расширяет на Теречный район.
разногласия коснулись и меня лично. Дальше он цитирует. Пишет Марсагов Арсамак и приводит пример. В начале 1990 года Сергей Беков, или Сергей, или Сереждин Беков, сказал мне, он был председателем правительства ЧССР. Это тот самый председателем правительства. Этот Беков как раз таки отдал этот Казиной Ам. Что я занимаю должность первого заместителя председателя Совета министров ЧССР. Слушайте, здесь уже непосредственно своя личная тема идет. ЧССР. Председателем Совета министров ЧССР создало ему проблемы. То есть Беков говорит это. То, что во главе правительства находится два ингуша, один председатель правительства и его первый заместитель, и второй первый заместитель, русский человек, тоже не чеченец, вызывает у чеченцев недовольство. То есть председатель правительства ингуш, первый его зам ингуш, второй русский. И говорит, это вызывает недовольство у чеченцев в самой Чеченской республике, Чечено-Ингушской республике. Поэтому, пишет Марсагов Арсамак, дальше смотрите. Поэтому, что Беков предложил ему с должности первого заместителя перейти на должность заместителя, оставаясь представителем Госплана, председателем Госплана. Это тот самый Госплан, который должен был Назрановский, Малгобекский, Сунжинский район экономически разработать. Да? Запоминайте эти моменты. То есть он уже в то время занимается Малгобекским, Сунжинским и Назрановским районами. Еще до отделения, как таковое, фактически отделения ингушей, когда вопрос только решался по Госплану, его ставят туда, Беков, не чеченца, не русского, а именно его. Дальше смотрим. Должность первого заместителя перейти в должность заместителя, оставаясь председателем Госплана. Я спросил у него, пишет Марсагов, почему этих проблем не было раньше? Слушайте дальше. В 1984 году при моем переводе на должность первого заместителя председателя правительства республики, согласованный с ЦК КПСС, согласованный ли теперь вопрос о моем переводе в ЦК КПСС и какие функции остаются у меня? Он ответил, что таких разногласий между чеченцами и ингушами раньше не было. А теперь есть разногласия. Чеченцы хотят, чтобы они были на высоких постах, а ингуши играли роли второстепенных. И это все описывает этот человек, который занимает такую высокую должность. Эфир идет с 21:00 начался. То есть, еще в 89-90-х годах они уже начинают подначивать и говорить, что чеченцы хотят сменить ингушей, хотят на своих руководящих должностях, что были чеченцы там. С первого зама его просто сделали замом. То есть этим тоже недовольны. Ну ладно, оставляем дальше. Но, понятное дело, недовольство прослеживается. То есть, когда назначали в 84-м, проблемы не было, говорят, а сейчас в 89-м есть. И знает ли об этом ЦК КПСС? То есть, если не знает, нужно донести. А если донести, это показывает, опять же, с негативной стороны чеченское руководство. Но не суть. Оставим это все за гранью. Пишет Марсагов, я понял, что Сереждин или Сергей Беков исполнял предложение докку Завгаева. И я ответил, что с переходом на другую должность согласен, если это решит проблему своего Сереждина Бекова. А название должности для меня не волнует. Вот так пишет. Дальше. И самое интересное, сейчас я прошу, Нокшмахо, ты тоже послушай, здесь есть один момент. Вы послушайте один момент, я слушаю. Здесь очень важный, и скажите, вы кто-нибудь из вас хоть в одном документе встречал такое или нет? Итак, зачитываю, цитирую. Постановлением Верховного Совета ЧССР от 30 марта 1990 года
Марсагов назначен заместителем председателем правительства министров ЧССР и председателем Госплана ЧССР. Госплан, опять же, напомню, 3 района, указание Ельцина, мы знаем, да, социально-экономическое развитие этих 3 районов. В ноябре 1990 года в Грозном прошел первый съезд чеченского народа. И тут самое интересное, слушайте. Я слышал о нем, но вот самое искажение и оскорбление. Первый съезд чеченского народа переименованный в Общенациональный конгресс, Общенациональный конгресс чеченского народа, ОКЧН, который принял декларацию об образовании Чеченской республики Начхо. Не Нохчо, а Начхо. Чтобы было понятно, Ночхо. Ночхо. Я проверял документы. Ничего себе. 90-й год. Ничего себе, бонусом. Вот. Вы видите, да, откуда вот эти оскорбления, нехчии, хари, вожи. Человек еще в 89-90 году говорит, чеченцы якобы об образовании Чеченской республики Начхо. Кто-нибудь из старшего поколения, скажите, вы слышали? Я слышал, что образование Нохчичуа было такое. Или Нохчо было такое. Ичкерия было. Ну, Начхо. Что было такое? Но это не удивительно. Дальше смотрим. Докку Завгаев, наверное, приходилось больше думать о своем месте в этой республике, так как в ней фактически начало действовать двоевластие, где был Верховный Совет ЧССР во главе с Докку Завгаевым и был ОКЧН во главе с Жахаром Дудаевым. Сессия Верховного Совета ЧССР 27 ноября 1990 года принимает декларацию о суверенитете, в которой нет даже упоминания о Российской Федерации. Дальше пишем. В Осетии нагнетается антиингушская деятельность, что не могло не волновать ингушское население ЧССР. Я, честно, не знаю, откуда вот такой резкий переход от Чечни к Осетии и Ингушетии. Это я не понимаю. Ну да ладно, здесь смотрим. Еще одну Нохшмаху хочу, чтобы вы отметили и запомнили. Чрезвычайная сессия ВС СОСР объявила мероприятие по прописку, мероприятий на прописку граждан, купли-продажи жилых домов и других домостроений на праве личной собственности. Точка. Это было направлено прямо против ингушей. Ингуши возмущаются, митингуют, но это ничего не меняет. Точка. И вот самое интересное, которое я проверил и полностью тоже оказалось ложью и подставой. В марте 1991 года, пишет Арсамак Мальсагов, в Грозный через Назрань приезжает Борис Николаевич Ельцин. То есть в 1991 году, по словам Арсамака Мальсагова, в Грозный приезжает Ельцин. Я проверял все источники, документы. Ельцин никогда не приезжал в Грозный, ни в 90-м, ни в 91-м, ни в 92-м, ни в 3-м. Насколько я знаю, во времена первой или второй военной кампании он прилетал на Теречный район, в селение Правобережное, где он там обещал жителям построить новую школу, соврал, улетел и ничего нифига не построил. Но наш зампредседателя пишет, что в Назрань приезжает Борис Николаевич Ельцин, через Назрань приезжает Борис Николаевич Ельцин. Ингуши очень рассчитывают, что он во время своего визита рассмотрит проблему ингушей не только по земле пригородного района, но и по возврату бывших жителей Северной Осетии в собственные дома, из которых их выслали в 1944 году. Борис Николаевич Ельцин при встрече с Докку Завгаевым и членами Ингушского оргкомитета обещал поддержать ингушей и решение их проблем. Вот. Мне интересно, почему никто в Чеченской республике не слышал, что
Ельцин приезжал сюда, встречался с доктором Завгаевым в 91 году. Нет ни одного документа. Или же все-таки этот Джеки Чан перепутал с надписью «Салам Борису Николаевичу Ельцину» трафареты и лозунги, которые были в Назране. Но этот указывает, что он приезжал в Грозный. Я хочу, чтобы, если у вас есть, среди вас есть знатоки истории, которые особенно, а это новейшая история, чтобы вы предоставили документ, где Борис Николаевич Ельцин в 91 году приезжал и встречался с Зокку Завгаевым в 91 году в городе Грозном. Это раз. Во-вторых, это было бы не обидно, если бы это писал бы какой-то клерк, не знающий, необразованный, имеющий там школьное среднее образование с очень низким уровнем IQ. Во-первых, это написал зампредседатель правительства на тот период, уже не первый, а просто зампредседатель правительства, по совмещению там еще там председателем Госплана, и имеющий такую должность ой-ой-ой. И второе, его перепечатали, этот документ сейчас уже в 2025 году, в марте месяце, публикуется на другой книге. И вот возникает вопрос, кто больше делает, лажает и делает, распространяет ложь, наговаривая. Дальше. На 26 апреля готовилось заседание Верховного Совета РСФСР по принятию закона о реабилитации репрессированных народов в целях участников. В подготовке этого закона 10 представителей Чечено-Ингушетии, в том числе и Мальсагов Арсамак, под руководством Сергея или Серяжди Бекова 15 апреля 1991 года выехали в Москву, координировали деятельность нашей группы депутаты Верховного Совета России на основную работу по подготовке при вопросе в сессию Верховного Совета России выполнения депутата нашей республики. Здесь дальше уже обсуждается, как они выехали в Москву, как они, что они делали, что все, что было сделано по законам о реабилитации, приняли только благодаря ингушам. Это здесь точка тоже указывается. Дальше. Есть один момент, особенно ауховского момента, мне те противники, которые не хотели, чтобы закон о реабилитации был принят. Здесь мне понравился, здесь описывается момент, что какие-то два человека, Бабурин и Абдулатипов, от Дагестана Абдулатипов был полностью против принятия закона о реабилитации. С Бабуриным они поговорили, и Бабурин сказал, что он не будет против голосовать, но скажет, что нужно доработать данный закон о реабилитации. Абдулатиповым они поговорили, Абдулатипов не принял их, то есть он абсолютно выслушал, но ничего позитивного и настаивал на своем. То есть не принял закон о реабилитации. Тот самый Абдулатипов, Рамазан или Рамазан Абдулатипов, который многие там братаются сегодня там чуть ли не в десна, да? Этот человек был одним из самых ярых противников того, чтобы приняли закон о реабилитации чеченского народа, ингушского, да и вообще всех народов, которых реабилитировали. Чтобы было понятно. На этой книге это описано. Я зачитываю, цитирую. Потом мы вместе с Бимбулатом Богатыревым были у депутата из Дагестана Рамазана Абдулатипова, который был самым активным противником принятия этого закона. В его кабинете мы долго пытались убедить в нужности этого закона, переубедить его или хотя бы отказаться от выступления и от агитации товарищей против этого закона мы не смогли. То есть Абдулатипов, грубо говоря, их послал. И, как говорится, дальше. Ну, здесь уже идет третье поручение. Это уже они рассказывают, как они... Если вы хотите, я могу зачитать. Третье поручение пишет Мальсагов. А это со слов Мальсагова. С учетом того, что сколько раз он соврал, уже можно верить или нет, вы уже сами поймете. Обращается к русскому академику Дмитрию Лихачеву. Мы хотели, здесь он пишет, убедить его выступить в сессии в защиту закона или обратиться в письмо к президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину с просьбой о его принятии. Академик Лихачев встретил нас очень приветливо. О цели нашего визита он знал из телефонного разговора
С. Бековым еще до нашего прихода, поэтому сразу начал разговор о том, что он, будучи в заключении, и тут начинается интересная цитата, будучи в заключении, бывшими государственно образованными людьми, бывшими государственными служащими, попавшими в заключение, их никто не защищал, у них отбирали передачи, обижали словесно, издевались физически. Там он встретился с одной немногочисленной, но дружеской группой людей, которые стояли в стороне от остальных. Их никто не задевал, так как это были спаянная группа. Они часто защищали слабых, беззащитных людей, и их боялись все. Меня заинтересовали, продолжает рассказывать о себе академик. Ими оказались ингуши по национальности. Это цитирует Арсамак Мальсагов. Якобы Лихачев это указал. По своей профессии хорошо знал историю. Самое интересное, слушайте здесь. Вот просто когда одно говорят одно, а через 5 минут врут, и это попадают сами. Слушайте дальше. По своей профессии я хорошо знал историю народов Кавказа. То есть это говорит академик Лихачев. В том числе и ингушей. На этой почве мы познакомились и встречались каждую свободную минуту. Я рассказывал им историю Кавказа, они о своих муках в Казахстане и ссылке. Дружба с ними спасла меня от издевательства нелюдей в заключении. Узнав о том, что я не просто образованный человек, а академик, эти нелюди надо мной издевались и бы еще более изощренно. А теперь, видя мою дружбу с ингушами, меня никто не трогал. Зная историю ингушского народа из литературы и по газетным пасквилям, последнее время я в тюрьме узнал этих людей. Послушайте, только буквально 3 абзаца вперед. Дмитрий Лихачев рассказывает и говорит, что он знает хорошо историю Кавказа, ингушей. Через 2-3 строчки, опять же, этот же академик Лихачев, со слов Арсамака, рассказывает и говорит, что из газетных пасквилей узнал о благородстве ингушей. Что же это за такой академик-профессор, который знает историю, прекрасно их, рассказывают им об их истории Кавказа в целом, а потом через 5 минут говорит, я из пасквилей газетных узнал об ингушах. Ну да ладно, оставим это для вас. В тюрьме узнал этих людей, воочию убедился в их благородстве, в порядочности, и сегодня обязан им тем, что еще жив. Вам не кажется удивительно? Чеченцы живы благодаря ингушам, потому что их не потопили в Каспийском море. Дмитрий Лихачев рассказал, это ты говоришь про другого, это не Лихачев, это этот писал, про ГУЛАГ писал другой. Дальше. Тут спасают чеченцы, ингуши спасают чеченцев. Тут спасают уже Лихачева, спасают от смерти. И благодаря ему они обязаны. И сегодня обязан им тем, что еще жив. Закончил он свою краткую исповедь. Это, то есть, трактует, Арсамак трактует речь Лихачева. Потом немного промолчал, возможно, вспоминая пережитое, и сев за стол, стал слушайте дальше, стал что-то быстро писать. Писал он около получаса, а затем прочел нам написанное. Это было письмо, адресованное президенту России с просьбой о содействии и принятии Верховным Советом закона о реабилитации репрессированных народов. В нем он писал об издевательствах в сибирском лагере, где он сидел, одних заключенных над другими, от которых его избавили находившиеся вместе с ними в заключении ингуши. Несколько абзацев в письме он самое интересное здесь еще впереди, он посвятил истории ингушей, благородству и преданности дружбы этого народа. В общем, он почти обожествил ингушей. Так пишет Арсамак Мальсагов. Это было приятно слушать. Сереждин Беков или Сергей Беков и Ульянов даже зааплодировали.
Но я посчитал, слушайте дальше, но я посчитал, говорит Арсамак, что такое письмо может обидеть другие репрессированные народы. Закон должен быть приниматься о реабилитации репрессированных народов, а не только ингушей. Поэтому он попросил его подумать и основную часть письма посвятить всем репрессированным народам, приведя в пример ингушей, с которыми познакомился в заключении, с которыми помогли ему выжить. Он согласился, снова переписал письмо, и оно было передано Борису Николаевичу Ельцину, и он ознакомился с ним, депутатов, на заседании Верховного Совета. То есть Арсамак увидел, что некрасиво так говорить только об ингушах, что другие обидятся, и сказал, чтобы убрали оттуда в основном ингушей и записали всех. И вот так получилось, что это письмо. Я ознакомился с письмом Лихачева, там нету ни одного слова ни об ингушах, ни упоминания нету, ни в его мемуарах, что он там встречался или был с ингушами, что его защищали ингуши, нету нигде никакого упоминания. Нету ни в письме Борису Николаевичу Ельцину даже одно слово упоминания. Опять же, мне абсолютно без разницы, написал он, не написал он, о ком говорится. А если речь идет о ГУЛАГе, ГУЛАГ-архипелаг, да, который написал Солженицын, это совсем другое, валикум ассалам. Но здесь, ну, по крайней мере, это подводится к чему? Что благодаря вот этому письму Лихачеву, благодаря Бимбулату Богатыреву, Бекову, Льянову и Арсамаку Мальсагову, которые обратились к Лихачеву, и за то, что в свое время в Сибири группа ингушей спасли его от смерти, было написано письмо Борису Николаевичу Ельцину, и был принят закон о репрессированных. Вы должны понимать, к чему это ведет. Итак, 24 апреля 1991 года Мальсагов был участником встречи Бориса Ельцина, народными депутатами РСФСР и руководителем групп поддержки депутатов при подготовке проекта закона о реабилитации репрессированных народов по вопросу предстоящего 26 апреля заседания Верховного Совета РСФСР. На этой встрече первым выступил Рамазан Абдулатипов, который сказал, что закон нужно принимать, но для постановки его на обсуждение, здесь написано с ошибками, так что зачитываю, но для постановки его на обсуждение, 26 апреля он не готов, так как он не отработан механизм его исполнения. Поэтому обсуждение и принятие следует перенести на другое время. Желающих высказаться было много, но более аргументированным было выступление Сергея Бекова, Хубиева, президента Карачаево-Черкесии. Борис Николаевич Ельцин поддержал просьбу присутствующих принять этот закон. Ну, уже поняли, да, благодаря кому принят этот закон. Я не знаю, был ли Лихачев в этом знаком с этим или нет, но факт остается фактом. Так, в этом же июне 91-го... Так, дальше смотрим. Под председателем президента России, председателем и так далее КПСС, секретарь КПСС выносит решение о некоторых проблемах засохом осетины по национальности. Между тем, в родной Северной Осетии активно создаются проблемы целенаправленно. Там подрывают, взорвали дома, в 91 году дом взорвали в Владикавказе Бузуртанова, участника Великой Отечественной войны Добриева взорвали дом, до этого взорвали дома жителей села Октябрьский, ингушей Бузуртанова и Юдаскиева взорвали. Это, говорят, после этого принятия решений. В сентябре Советом национальной безопасности Совета РСФСР приняло постановление, в котором осетины причислены к репрессированным народам, а их, в моем представлении, во время нужно было бы отнести к репрессирующим народам. В Грозном в августе, в сентябре
на площади около здания Совета Министров постоянными. Но 19 сентября мне позвонили из Грозного и сообщили, что Завгаевский Верховный Совет 18 сентября освободил меня от обязанности председателя Госплана. Это было вызвано тем, как заявил доктор Завгаев, что честный и добросовестный Мальсагов перегружен работой Госплана и меньше уделяет внимания работе Совета Министров Республики, поэтому ему нужно помочь. Это так Мальсагов. По его предложению председателем Госплана назначен другой человек с подчинением мне, как заместителю председателя Совета Министров. Меня это сообщение совершенно не расстроило, поэтому в создании обстановки не чувствовал себя нужным ни в том, ни в другом качестве. Проходило совещание Верховного Совета, депутаты решили вызвать председателя ОКЧН Дудаева. Он пришел, не дав ему слова. Когда он сказал, когда ему дадут слово, его грубо одернул Завгаев. Сказал, когда по регламенту настанет время, тогда и дадут. Дудаев недовольно ушел, проходил митинг. Кто-то сказал, надо разогнать Верховный Совет. Толпа ринулась в здание, разогнали всех депутатов, под руки вывели Завгаева с разорванными рукавами пиджака, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. В октябре 1991 года чеченцы объявили де-факто самостоятельную Чеченскую Республику. 27 октября президент Чеченской Республики избирается Джохар Дудаев. Жители, и важный момент, 27 декабря, это в этой же книге пишется, выбирается президент Джохар Дудаев. Жители 3 ингушских районов, слушайте, Назрановского, Сунжинского, Малгобекского в выборах чеченского президента участия не принимали. Все. Как это проходило, кто это проводил, для чего это все делалось, здесь не обсуждается. Но они указывают, что в выборах Дудаева эти люди не принимали. Вопрос об образовании ингушской автономии не был решен, и народ оказался без государственных органов управления. Постановлением Комитета по оперативному управлению народным хозяйством Чеченской Республики от 20 ноября 1991 года за подписью управляющего этим комитетом Мальсагова освободили от занимаемой должности в связи с ликвидацией Совета Министров ЧССР. За что им огромное спасибо. Вице-премьер Дудаев собрал в кабинете, а вот здесь сейчас пойдут уже пафосные выступления. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Здесь уже пойдут. Вице-премьер Дудаев собрал в кабинете председателя министра всех оставшихся в Грозном бывших секретарей обкома партии представителей Совета Министров ЧССР, поблагодарил за добросовестную работу на постах, объявил, что в Чеченской Республике будет новое правительство, структуру которого разработана и находится на утверждении у президента республики. Если понадобятся кадры, то мы сообщим. Он попросил остаться Мальсагова и предложил выбрать любой отдел в новом правительстве Чеченской Республики. Слушайте дальше. Здесь уже непосредственно, насколько пафосная речь уже чувствуется. Мальсагов спросил, а есть ли в схеме хоть один комитет, который называется Чечено-Ингушским, а правительство Чечено-Ингушетии? Сказал он, я понял, как я попал, он здесь пишет дальше, Чечено-Ингушетии, сказал он, я попал как ингуш, поэтому приму предложение, если в нем оговаривается, что это Чечено-Ингушский комитет или служба. Если слова ингушский там нет, слушайте дальше, то я благодарю вас за уважение, которое мне оказывается своим предложением. Считаю, что лишние службы не значит лишение дружбы, симпатии отдельных людей в наших народах в целом. А работу я себе найду. До июля 1992 года, где в основном проживали ингуши, слушайте, до июля 1992 года, где в основном проживали ингуши, не было органов государственного управления. В руководстве районов оставались председатели райисполкомов, которые привыкли работать под контролем районов партии. Оставшись без этого поводыря
неподготовленные к самоуправлению, делали все возможное, чтобы люди особенно чувствовали себя беззащитными. В феврале 1992 года на чеченское, и здесь уже заканчивается, в феврале 1992 года в чеченском радио прошла информация, что руководитель Северной Осетии готовит силовую операцию в контакте с силовыми структурами РСФСР против ингушей и с целью их изгнания из Северной Осетии. Это говорит Мальсагов. Подтверждение документов и всего остального мы не имеем. Сейчас мы уже подходим к итогу. Только 4 июня 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон Российской Федерации об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации. В октябре 1991 года Чечня стала самостоятельной республикой. Верховный Совет ЧССР разогнали. 27 октября был избран президентом Республики Чечня Джохар Дудаев. Чеченский народ... Слушайте дальше. Это прямая цитата. Это очень важно. Всем. Это прямая цитата. 27 октября был избран президентом Республики Чечня Джохар Дудаев. Чеченский народ кинул ингушей. Они остались между небом и землей. Только после 8 месяцев Верховный Совет РСФСР принял закон Российской Федерации об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации 4 июля 1992 года. Аллах милостив. Как вам такое? Чеченцы кинули ингушей. И это пишет человек, который занимал такую высокую должность, которому предлагали остаться. Но из-за того, что он посчитал, он пафосно говорит, потому что если там нету ингушей, мне там делать нечего и так далее и тому подобное. Ну, само собой, сам себя не похвалишь, если не я сам, получается так. И пишет такое в книге, что чеченцы кинули ингушей. Как молодое подрастающее поколение с неокрепшими умами, которые реально в то время не были, прочитав эту книгу, должны понимать это. Вы думаете, это вызовет любовь к братскому, единому, этническому народу? Нет. Это как раз таки вызовет негатив и оскорбление друг друга. И рано или поздно может из-за этого где-то, если кто-то поспешит, не дай Аллах, конечно, пролиться кровь. И таких моментов я вам уже перечислил. И Начхо, и то, что в Грозный приезжал Ельцин, и все остальное, и что потопили, должны благодарить, что их не потопили, и так далее, и тому подобное. И в конце, фактически, почти что под конец, этот человек пишет, что выбрали Джохара Дудаева, кинули ингушей. Хотя все прекрасно знают, что еще когда Джохара Дудаева рядом не было, речь шла в 1989 году, что они хотят восстановить свою Ингушскую республику. Автономную республику. С возвращением пригородного района. Так кто кого кинул? И зачем это пишется в таких книгах такими некогда высокопоставленными людьми? Это вопрос для размышления. Рыба гниет как раз таки не с хвоста в данной ситуации, а с головы. В прямом смысле. С такой ненавистью уже ушел к Всевышнему Бимбулат Богатырев. Я не знаю, живой он нет. Фаргиев точно с такой же ненавистью сейчас пишет, рассказывает всякие сказки, ерунду про чеченцев. Хотя, когда выбирали его в Совет депутатов от СССР, он говорил иначе. Но не суть. Ладно. Давайте быстро постараюсь закончить и будем уже отвечать на вопросы. При этом были определены границы этой новой республики, и даже после принятия закона не было сформировано его правительство. В июле в Назрань прибыл полномочный представитель Российской Федерации по Ингушской республике во главе с заслуженным генералом Ермаковым Виктором Федоровичем с помощниками. В августе 1992 года было прикомандировано из Москвы в качестве временного представителя Российской Федерации в Ингушетию Иса Костоев и генерал юстиции
Встретившись с Арсамаком Мальсаговым, Костроев предложил ему работу. Виктор Федорович Ермаков по одной из встреч с активом за круглым столом ранее назвал 4 принципиальные задачи новым обязанностям. Виктор Федорович Ермаков по одной из встреч с активом за круглым столом ранее назвал 4 принципиальные задачи, которые он впервые очередь поставил перед собой. Первое. Я буду требовать издания специального указа, которым регламентировал бы точные сроки передачи Ингушетии и ее территорий. Раз. Второе. Дать знать Верховному Совету Президенту Российской Федерации, что ингушский народ ни при каких обстоятельствах не согласится с выборами на выборы в Верховный Совет Ингушской Республики, если будет определена граница Ингушской Северной Осетии. Ну, как видим, ни при каких условиях, говорили, но принять приняли. Почему? Потому что никаких земель от Северной Осетии и пригородного района никто не вернул. Третье. Будут требовать незамедлительного назначения главы администрации Ингушетии. Ну, четвертое, пятое, там уже нас не касается. Здесь выбирается там Мальсагов. Они говорят, что первым делом стало, дальше здесь, секретарь Назанской КПСС, они говорят, что первым делом стало предположение разработки программы социально-экономического района, развитие 3 ингушских районов, занимается которым мы начали в госплане ЧССР. Слушайте, как раз таки я хотел об этом говорить. Смотрите, заранее как было подготовлено диверсия против... Ты делаешь большое дело для нашего народа. Из предусмотренных администрацией президента Российской Федерации 18 человек в каких битвах они участвовали, их роль в становлении чеченского народа. Заполнили 6 единиц. Их заняли Костроев Айса, полномочный представитель Российской Федерации, Мальсагов Арсамак, заместитель полномочного представителя, Тангиев Микаил, кандидат сельскохозяйственных наук рабочих представительств, Мурзабеков Ибрагим, кандидат медицинских наук, работник представительства. Мистоев Муса, бывший служащий пригородного района СОССР, работник представительства. Шестое. Обращин Валерий, бывший секретарь Назрановского РК КПСС, работник представительства. Они говорят, слушайте дальше, что первым делом стало предложено разработки программы социально-экономического развития 3 ингушских районов. 3 ингушских районов, неспорных районов. Хотя они в 1989 году прекрасно знали, что речь шла по границам 1934 года. В начале нашего эфира я вам зачитал, что пока вопрос не будет решен, пока все это не будет принято, что не будет обсуждаться территория Чечни, а это были спорные территории. Троицкая, Карабулак, часть Малгобекского, Сунжинского района. Это все было спорное. Вы слышали заключение Дудаева и Аушева. Несмотря на все это, здесь идет вот такая вот байда. И дальше он завершает свои этап, дальше пишет. 3 ингушских районов, заниматься которым мы начали в госплане ЧССР. Он и не скрывает это. То есть он начал ЧССР. Но не завершили в связи с распадом республики. После увольнения Мальсагов забрал все. То есть, когда его убрали с работы, он забрал все наработки, всю работу, которая была сделана в ЧССР, и вывез ее по развитию госплана этих 3 районов, вывез его в Ингушетию. И уже как чисто ингушский проект начал выдавать его. Теперь эти материалы были у меня. Мы посчитали нужным расширить значение данной программы и представить ее в администрации президента Российской Федерации как проект указа президента Российской Федерации по социальному и экономическому развитию Ингушской Республики. Так, кто кого кинул, где что сделал и так далее и тому подобное. Я дальше здесь, честно сказать, зачитывать здесь о Бимбулате Богатыреве, о том, как там в конце концов он уже пишет, что российская 58-я армия, при поддержке которой были сделаны вот это геноцид и все остальное, он там дальше пишет. Я это зачитывать не буду. Почему? Потому что это непосредственно касается Ингушетии и Северной Осетии. Это нас не касается. Я думаю, они сами в этом вопросе разберутся и без нас. Вот так вот получилось, друзья мои, что... И это только Арсамака Мальсагова, который я зачитал. Дальше есть больше
Здесь, в этой книге, я отметил, я зачитывать его не буду, но коротко вам расскажу, чтобы вы могли купить. Есть достаточно, есть эта книга в доступе. Великолепная книга в поисках национальной идентичности. Здесь, оказывается, после прочтения этого документа, где он говорит, что чеченцы не обращают внимания, не разрабатываются, в этой книге огромное количество организаций, которые описываются, которые ездили в Осетию, которые создавали комиссии, которые люди до сих пор живые, которые занимались по возвращению пригородного района. Это все делается, это все показывает, насколько лживы высказывают этого человека. Друзья, я вам сегодня зачитал, возможно, вы некоторые почитаете. Так. Итак, друзья, сейчас я вам зачитал, возможно, кто-то об этом уже знал. Возможно, мы понемножку выступления, вот эти ознакомления с этими документами, если вам не приводить, они указывают и говорят, что изначально о Шилковском, Наурском и Натеречном районе, расширение этих районов говорили якобы осетинские сепаратисты. Об этом пишет этот же Аджигов Тамерлан Султанович, да, что это говорили якобы осетинские сепаратисты, что это они говорили, мы никогда это не поддерживали. Проходит время, сегодня они утверждают, и уже этот же Арсамак Марсагов указывает, говорит, что он был свидетелем того, знает и видит документы, хотя и Муса Зурабов знает, и мы говорили по Гарибекову Муслиму, что ни один из этих человек, никто не видел, нету ни одного документа, где взамен пригородного района или взамен какого-либо района даны Шилковской, Наурский, часть Карагалиновского района. Мы все прекрасно знаем, что в горную часть было запрещено возвращаться многим чеченцам, а большинство это были чеченцы, и запрещено было расселиться в городе Грозном. Опять же, и за счет этого были даны земли в Наурском, Шилковском и части Карагалиновского района. Опять же, они были выданы не от земель Ставрополя, они входили и до этого еще в Грозненскую область, они и до этого были в составе Грозненской области, хоть и во времена депортации чеченского народа. Вплоть до Каспийского моря, вы знаете, эти земли были в Грозненской области, и никаких с этим проблем не было. И не принадлежали они никакому Дагестану, и не принадлежали они никакому Ставрополю. Но не суть. Суть не в этом. Я вам довожу и показываю каждый документ, чтобы вы ознакомились и чтобы вы понимали, что когда эти книги мы читаем, доводим, где в этих книгах подлость, где того, что не было, не существовало, распространяется, множится, и люди очень негативную картину строят насчет нас. Если нету опровержения, если нету, конкретно не указывается на это. Конечно, я не говорю, что сразу же кто-то должен взять вот на эти документы исторические, сделать опровержение, написать книгу и так далее и тому подобное. Нет, но нас всегда упрекают в том, что мы очень часто пишем книги или написали книги, которые опровергают ложь того или иного человека и так далее и тому подобное. Но я говорю вам, еще раз повторюсь, в этих книгах написано очень много чего. И я, к сожалению, мне приходится это разоблачать и показывать. Если мы этого делать не будем, завтра, послезавтра вот эти проблемы будут возникать снова и снова. Делер Салам Маршал Хил. Здесь мы видим, сразу затрагивается вопрос Иауха с Рамазаном Абдулатиповым, который был полностью противником того, чтобы вообще принимался закон о реабилитации. Здесь соприкасаются многие моменты. Тот же Бабурин, который был и так далее и тому подобное. Просто-напросто обращайте на это внимание, смотрите, слушайте, и вы поймете, откуда вообще зародилось это все. Он разрабатывает, занимается госпланом ЧССР, а это Чечено-Ингушская. Потом его увольняют, он собирает все документы, с этим госпланом уходит, от ЧССР подает уже как от Ингушской республики. Хотя эти земли не имеют права еще в то время, это спорные территории. Потому что изначально я зачитывал.
В Грозном никогда Ельцина не было, они опять же пишут, что Ельцин был в Грозном. На тот период. Значит, ты единственный человек, который их видел, да? Секретно они приезжали, видать, и очень жаль. Очень жаль, конечно. Но, по крайней мере, из тех, кто был в тот период. Кто был, кто показывал. Бояться президенту России говорить о том, что он приехал в город Грозный, вот столько не стоит. Должен же быть источник. Ну, вы тоже рассказываете и говорите, что Рязань, русские Рязань и так далее и тому подобное. Итак, друзья, мы начали с вами сегодня эфир в 9 часов. И тоже поддерживает наш канал сегодня. Задонатили с Ютуба наш брат Алматар Варандоевский волк. На развитие канала дал Эттубайл Дерес Хил Варандо. Ты делаешь большое дело для нашего народа, дал Сидов. Вопрос. Можешь рассказать про Тейп Варандо, в каких битвах они участвовали, их роль в становлении чеченского народа? Ну, Варандой участвовали в многих битвах, особенно в Шатойском кластере, особенно и во времена имама Шамиля, они были сторонниками и поддерживали, очень сильно поддерживали Батуко, Пантоевского, Шатоевского, иначе говоря. Становление чеченского народа шубуты принимали очень активное, особенно в Варандое принимали очень активное участие. Тут это будет сказано без преувеличения. Вот. Многие немножко недопонимают и начинают говорить, когда я говорю, что они шубутные, озорные, еще Даргяштар Хасан Бакаев, когда еще был живой, мы много говорили об этом. И вот эти кистинские кабаки, которые проходили, особенно облагали данью грузинских царей. Здесь речь в первую очередь шла и о варандоевцах, которые не давали проходить, если не был заплачен определенный там ясак, да. Это моменты, когда заключались договора, но несмотря на это, варандоевцы сегодня могли заключить договор, а завтра царская Россия нарушить его и воевать опять же против них. Вот. Но хорошая или плохая часть это не суть. Но Варандой, насколько я знаю, никогда в жизни не были предателями своего народа. А в становлении своего народа, как и все шатоевские общества, принимали самое активное участие. И что стоит отдать должное, что одними из одиозных и самых смелых ребят были варандоевцы. Поэтому про Тейпы я обязательно пишу, буду писать и напишу, увидите еще, да, на нашей странице, подписывайтесь, да, и узнаете. Так, и что еще? Еще задонатили. Итак, сегодня нас поддержал Нурди дал Сидуэл, дал Духуахуэл, задонатил Нурди. Потом сообщение только вперед Сурхо задонатил. И Сейд Ахмад поддержал. Брюссельский Сейд Ахмад. И вот 4 человека сегодня нас поддержали. Наш эфир. ДРС Хил. Огбеш Баттаха Кабет Мараншду. Огбеш Матта Ашдел Долдага Сага Дала Обл Дуэр Булдиснег Эзерка Содортил. Огромная благодарность всем, кто поддерживает. Итак, мне прислали видео некого балабола очередного, который там сидит и начинает говорить, где было написано «Нохчу уарстхо», убери это оскорбительная приставка, якобы у меня есть уарстхо. Хочу сказать тебе, чмо ты недобитый. Никогда в жизни не пытайся чеченцев оскорблять такими. Приставку убери оскорбительную. Ты и тебе подобные не имеют даже права называть или говорить эту приставку или это имя. А кто является уарстхо и кем они являются, нохчи уарстхо они являются или нарт уарстхо, это не твое собачье дело. Ты кто такой, чтобы говорить, кто такие уарстхоевцы или кто такие нохчи?
Так что за своим базаром следи, ты уже чересчур развязал свой язык. Вот. На кого что сажать или так далее и тому подобное. Я не знаю, кто тебе что писал там. Но за своим базаром нужно следить. Понятно? И не трогай чеченский народ или чеченский тейпы и тухумы. От того, что ты знаешь одного Мужихоева, ну и что? У меня в селении десятки, тысячи живут Мужхуай. Они живут в Шатойском районе. Они живут по всей Чечне. Они чистокровные ногчи. И что с этого? Ты, Ишак, будешь нам рассказывать, кого нам называть Орстхо ногчи или нет, что ли? Я вас прошу, писать там, он вот это сказал, он то сказал. Есть там какой-то там историк, ха-ха, я посмеялся. А ты кто такой, чтобы вообще смеяться, не смеяться? Я не хочу переходить на личности, но уровень твоего IQ и познания твоей истории я прекрасно знаю. Так что эту лапшу можешь вешать кому хочешь в Нарнии своей. Но не переходи и не называй моего имени. Я твоего имени не знаю, знать тебя не знаю. Я с тобой несколько раз нормально говорил. Ты забыл, когда приходил, плакал ко мне, говорил, что мои подписчики тебя оскорбляют? Вечно ты какого-то Арзалиева или Арсамакова или кого-то приписываешь ко мне. Если ты его боишься, это твои проблемы. Решай эти вопросы с ним. Но не нужно ко мне приписывать какого-то Арзалиева, Марзалиева или всех остальных. Он сам с тобой разберется. Мое имя не надо ставить ни с кем, понятно тебе? И называть историк, не историк. Я тебе не говорю, я историк или не историк. И ничего не говорил. Это ты балаболишь. Алейкум ассалам. Поэтому не надо мне здесь эти разговоры. И в следующий раз следи за своим базаром. Да. Я этому человеку, да, он написал несколько раз в личку, во все его инстанции, просил встретиться, поговорить, просил его, он остановиться, я помню, даже гриб это сон. Массу его просил остановиться, не вмешиваться, да, в отношения чеченцев и ингушей. А в ответ на это он просто, да, пытался как-то меня напугать, что ли, какими-то уголовными делами, и т.п., короче. И что вариант? Этот человек прямо, напрямую занимается провокациями, поэтому даже и на вас обсуждать, Да, никто его не обсуждает. Я единственное ему ответил, и вот, пускай мое имя не называет даже. И не нужно чеченцев там какими-то называть приставками и так далее, оскорбительные, хамелые. Я говорю за свой народ. И его никто не давал ему права говорить или оскорблять мой народ. Когда я подошел к нему в Грозном, прямо в центре, Билляхи, Таллахи, дом, соцей Муаммад, Яшчун, Затейпан, Сонтро, Вакшун, Сонокчу, Вакшун, Аксанхарс, Душвала. Валлахи, он просто стоял, боялся, дрожал, Валлахи, Бахмадович. После этого он начал, точнее, он переехал, короче, в другое место, точнее, уехал после этой ночи, и начал говорить то, что я в чем-то признался, то, что я там признавался в каких-то непристойных вещах. Меня как-то обзывал после этого, типа, Я не знаю, какая у него вендетта к тебе, честно сказать.
Валлахи, Бамадуйку, если тут есть люди, которые тогда там были, они подтвердят. Я ему просил, давай, если есть у тебя какая-то неприязнь ко мне, к моему народу, давай выйдем за город Бостон, давай разберемся раз на раз. А что? Валлахи, он не вышел. Поэтому после этого я не знаю, о чем он там болтает. Я не знаю, он все всячески пытается как-то тебя связать со мной, для начала он пытался. Но... Каким макаром, Баслам? Вот, ладно, вот мы с тобой знаем друг друга в интернете, но дальше что? Ты удумаешь, да? Ну, понимаешь, когда ты хочешь хайпануть, ты пытаешься всяческим образом все это преподнести таким образом, понимаешь, себя выдать неким героем. Конечно, тем, кем ты не являешься. Я ему вообще абсолютно ни тепло, ни холодно. Этот балабол начинает там, пускай приедет Башлам историк, мне смешно, что он историк, докажет, что эти не ингушские. Он что, дебил, что ли? Я никогда не говорил, что в Джайрахе находятся не ингушские башни или находятся ингушские башни. Я никогда этого не говорил. Я сказал, что в Чечня, Ингушетия и Осетия, все три республики называются страной башенных комплексов. И все, как написал об этом Джабраил Юрьевич Чехкиев в своей научной работе. А если ты, имбецил, бля, отрабатываешь чьи-то бабки, мне наплевать, ты отрабатывай сколько хочешь. Мне до тебя дела нет, я твоего имени не называю. Не называй меня. Ассалам алейкум. Руку протянул, Башлам то сделал, сагай это сделал. к одного, Там а по какой-то твоему мама, там мнению он или сказал, Малуф, это сказал. Я уже Не лезь запутался. вообще в нашу Пока историю. гордость со мной не играет, Все, хочу я узнать. единственное, что сказал, не лезь к нам. Я не лезу к родовое вам. место Эрзи. Я его знать не знаю, видеть не видел и не встречался. И, честно сказать, и не хочу. Поэтому, не потому, что там чего-то боязни, не боязни, это не вопрос в этом. Конечно же, сами понимаете, тут но я имею в виду, что он мне не интересен, он не историк. То, что он зачитывает, когда я увидел, такое, смешное балабольство и не больше. Но мне присылают в личку, вот посмотри, что он сказал. Вот, 50 человек мне прислали его. Ну ответьте, скажите. Почему сами у Арспа не скажут ничего? То есть, когда называют, их называют кочевниками, молчат. Когда это говорят, молчат. А сейчас вылез какой-то чекиндез, не знаю из какой пробирки. И начинает говорить, вот они такие, я знаю одного там Мушхоева. Я знаю очень много Мушхоевых. Цичоевых, Мушхоевых, Цоровых, Цароевых. И что? Но я не лезу к вам туда. А те, которые у нас есть, это что за разговор вообще? Убери эту оскорбительную приставку. Оскорбительная приставка, брат. Оскорбительная приставка, Ирион. Да, веселье. Хакоекш, и хакоекш, кузи, и лил ваше гюи. Шанокчи юбош, я хокияян, куза, войне хубош, ашор, и хум ярит, элочор. Шук алярсу, ма тие борши йочор, хум шушуя. Тие борши йочор, хум шушуя. И хаян, хок ги юалинаш, лил ваше. Тогда вам Башлам, то чеченцы там произошли от кумыков, нагайцев больше, комментарии язи, чьи аккаунты, Инстаграм, что? Я не видел его. Язин Хилхарюк. Он писал такой длинный комментарий с оскорблением в адрес чеченского народа. И вот тогда еще, когда я ему спросил, и комментарий, я Зинири, это ты писал, когда я ему сказал, нет, говорит, меня взломали. То есть до такой степени бешил, слушай, ну смотри, осетинам он наговаривает, пытается там хайпануть. Там чеченцам он пытается наговаривать, там пытается хайпануть, в другом месте наговаривать. Я опять же говорю, что касается взаимоотношений с осетинами, осетины сами разберутся с ними. Но ты куда лезешь, понимаешь, взаимоотношения с чеченцами? Что обозначает «убери оскорбительную приставку»?
Нохчу это этноним, это народ. И большая часть уарства проживает на территории Чечни. И они чистые нохчуевцы. Если Нохчу уарству даже зашел ему, написал какой-то комментарий, будь любезен, скажи, я с такими, как ты, не общаюсь, удали, нет никаких вопросов. Но оскорбив сперва целый народ, потом назвав его про какие-то бутылки напоминания, уж то, что он про бутылки вообще говорить никому не имеет права. И самое интересное, что мне присылают это. У меня вопрос, я и так зашиваюсь в этих документах. В более сильных документах и вещах. Вы не можете ответить ему, не переходя на личности. И я قليل شو شو نقول لاخواتي وشارك انا حطيه بول شيء يساله حضنك شويه يعواب شي وين يا اخي يقال حكي قدام قردات عليش يوالن چونك يتقلوا شو چونك بس هو قايا مرتنت ايوش مو قرا يوش قير قول خليش ما ايه يتقلوا تعوم ويتن هايو يقن هذا شيء تعامل نقطش شنتبا او دايا تعليم خرمه يلا نعيولو يو جاز يك Ладно, вопрос я по этому вопросу вам сказал, ответил на данный вопрос. Надеюсь, что если у кого-то еще есть вопросы, задавайте и будем отвечать. Так, подождите. Кто-то еще задонатил, что ли? О, еще. С Ютуба сегодня аж целых 2 человека задонатили. Так, с Ютуба это Югур задонатил. Ассаламу алейкум башлам. Ва алейкум ассалам. Согалгава, по твоему мнению, или Малов, я уже запутался. Пока гордость со мной не играет, хочу узнать. Тэп Уарцхо, родовое место Эрзы. Може, этот вопрос лучше у меня не спрашивать тебе. Евло, ты задонатил, да, саадойла, да, этинил, донат-то будущник, эзершка соудолетил. Мы всегда будем говорить свою тему. Наша тема такая, мы считаем нас всех одним народом. То, что сегодня оттуда, с той стороны, считают вас отдельными, я не могу туда вмешиваться. Кузабер, шабер, ногчи, будьябер, кем угодно могут считать. Хадего Бог, дичаневел. Исторически мы одно единое целое. И часть от нас отколола, сегодня называется отдельным народом. Хочешь отколоться, называй себя отдельным народом. Хочешь, как раньше, быть единым народом, называй себя единым народом. Асумаца бахвик. Решай сам. Пошла, правда ли, что чеченцы разбили Сурхана? Какого Сурхана именно? Поясните. Если есть вопросы, задавайте. Нет. Задонатили 2 человека из Ютуба и 4 человека из непосредственно помогли нашему каналу, прикрепленному снизу данным. Вот так вот. Мушаев. Ассаламу алейкум, башламу алейкум салам. Почему некоторые анди считают себя нохчи? Потому что они и есть нохчи. И какая связь между нами? Есть связь. Я слышал, как андийцы говорят, что чеченцы нам были ближе, чем... Но оно так и есть, сюли были дальше, и за рекой, а анды жили с нами прямо на границе. И часть андийцев является непосредственно представителем нашего народа. Чермо. Все, кто посягал на чеченские земли, получал здесь по башке и наказывали его. Вот так я тебе скажу. Особенно в рассвет, когда чеченцы уже после реконкисты начали спускаться. Вот. Что касается Анды, там часть андийцев является чистокровными нохчи, и они не врут. Потому что многие андийцы во времена тяжелых времен, во времена чумы, приняли большое количество чеченских детей, которые погибли родители, вырастили их, называют их андейцами, но по ДНК и по всему остальному, когда они сдают, об этом есть книга написана и говорится тоже в этой книге. Во время депортации, во время каких-то войн, когда оставались, анды брали этих детей, воспитывали как андейцев, они носят имя как Тэп Анди, но по крови, по ДНК они являются чистокровными чеченцами. Поэтому большая часть не скажу, но где-то процентов, наверное, 40-50 среди них наших. Все говорить я не стану.
Вот. Почему Юни не заходит, я не знаю. Это не вопрос ко мне. Юни человек занятой, работает. Это надо спрашивать у него, не у меня. Ситуация. Ибрахим, если есть вопрос, да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Билту. Максарга, саламлар, вадвучарга. Вопрос из Англии, исторически, вы имели, что вы имели, что единый гуман цедуахтен, алгая хелиш, нахчи хелиш, да юхтейб несу атац, героиш был тро, нахчи даст, он хош зубор. Не главное его вот корень, вот, там не надо, а подвасань, и вот мне так кажется. Это надо рассмотреть с давних времен, со времен Урарту. Когда произошло падение Урарту, и многие тейпы, которые там обитали в тех краях, многие ассимилировались, и постепенно какие-то группы начали идти домой, то есть центральные, варя-дайдах. Когда-то они откуда разошлись. И именно и столько лет, когда они проживали там, естественно, там и произношение мот, хуманна, хис, мышхалаке, в любом случае надо вернуться к диалектику. Мне кажется, что диалектика, если мы разберемся, что откуда чего, мы полностью все наверняка согласятся. Например, холосовая голова. Например, в Северном Кавказе, Фертанг, примерно Фатима и так далее. Вот такие вот алфавитные буквы, где вставляют, нет тут кроме цери, тюркоязычные нехибы. Мы примерно и так далее рассматриваем. Не тюркоязычные, не тюркоязычные, а персидоязычные. Ну, персидские. Вот у меня как раз написано, и возможно, где-то не так, и иранские и так далее. Вот. Если мы рассмотрим эти дела, это просто последовательно, я мог бы объяснить, что я кое-что и покажу. Это более понятно и доступно и последовательно. И диалекту Штенгеревилавы, Мухны, Галга, Шаш, Ишту, все были одни народы. Галга такие же чеченцы, как и остальные тайпы у чеченцев. Просто распространение ареала питания. И когда они возвращались после падения Урарту, конечно, оттуда возвращались небольшие группы, примерно из какого типа, там определенной маленькой, где-то побольше. Когда они приходили домой, к себе, они такие же чеченцы. Вот его можно более детально объяснить, и можно это все объяснить последовательно. Вот так, мне кажется, что это все располагались, и шаштейнил диалектика также сохранялась. Мы же прекрасно понимаем, например, скажем, в таком маленьком на сегодняшний день территории Нохчи и Чуаха не могло, мы хотим этого, не хотим этого. Невозможно несколько диалектов. Многие, которые писали по этим делам какие-то диссертации, они, конечно, будут возмущаться. Но его последовательность и окончание равно не получается. Ну, какую бы диссертацию сейчас не писали, чтобы не писали, 7 диалектов, 10 говоров, наречий в чеченском языке есть, они зафиксированы, и менять они их есть никто. Сегодня, Вашам, и они сформировались. Его происхождение-то более детально. Но они, происхождение у них у всех один корень. Это нахчийский корень. Никакой не войнавский, именно нахчийский корень. Я это и утверждаю. Я понял. Ты говоришь основания вообще всех этих диалектов или географического расположения. Там же явные следы остаются, материалы. Ну, я
Я этим людям, Бельто, задаю этот вопрос, и уже, поверь мне, на протяжении 7 лет я им всегда говорил и говорю. Когда он ко мне приходит и начинает говорить, мы вот отдельный народ, там были некоторые даже тейпы чеченские, которые, один человек, которому там, грубо говоря, 80 лет, он приходит мне и начинает говорить, что это отдельный народ. Я говорю, хорошо, если ты отдельный народ, предоставь мне свой отдельный язык. Он не может предоставить. Я говорю, на каком языке ты говоришь? На нашем языке. Одеваешься ты как и я? Да. Одна у нас с тобой кровь? Да. Одни у нас с тобой башни? Да. Я говорю, так какого черта ты отдельный народ? Объясни мне, как это может быть? Ну, видишь, люди даже несмотря на то, что взрослые... Мы прекрасно понимаем. У каждого понятие там и мировоззрение, да постолько там, Да. интересы, истории, понимание и так далее. Мы на них не должны обижаться. Вот такие, как, скажем, такие, как, не знаю, ты уйдут, ночи мат, выйдет. Башлым я вот знаю 15 своих предков. Тейперц, Хейсел и Рзи. Вот, допустим, я признаю, что являюсь нахчи. Ком не будет такое отношение, Вот типа, сегодня что мы я начали свою нечипецом, или тематику. типа, что я Сегодня мы мечар и начали, нацаркушким, я Сегодня рызамбок, мы начали шкамель свою тематику. ждирдуй. Вначале я изначально вам зашел издалека, начал зачитывать документ. В этом документе четко указано, что что написано, какая ложь написана. И это делает человек, который занимает фактически зампредседатель правительства. То есть в 1989-90-х годах эти люди уже готовили и говорили, делали свои подлые вещи. Как может зампредседатель правительства писать и говорить, чеченцы кинули ингушей? Это что за базарный диалект или разговорный говор? Я вот таких вещей не понимаю. Это все уйдет, Абьяк Мабилан, это все уйдет в небытие, если мы основательно... В небытие это уйдет, если это будет болтаться на уровне сплетен. Но если написанный документ лежит, если есть документ, то это в небытие не уйдет. Так, вопрос. Башлам спросил. Да, я согласен, с Богом более да, основоположник действительно истории, действительно, да, и диалектик, ищу чисто нохчинах был, любой тип, но диалектика и тенгериал, алгойч, действительно вахонность. Не то, что он без последовательности, на зане, и звено, Ну, это мы не будем подлогом и фальсификацией заниматься, да, ладно, над этим поработаем. Конечно, здесь... нет, это доступно. Да, да, ладно. Башлан, спроси у тех, которые говорят, что у нас казаки, нагайцы, правильно ли нохчи поступили, когда в 16 веке приняли халха монгол, потом ушли в Джайрах и их именовали население позже. Давай такие вопросы я не буду отвечать, это неправильно. Башлан, бюстик хил бах, дал юзил, соба делаешь. Охуду. Делаешь. Башламбах, действительно ли кистинцы это чеченцы? Я скажу так. Именем Всевышнего Аллаха могу поклясться, что чистокровные чеченцы все являются кистинцами. Ибо грузины называют кистинцами только нохчи народ, имеется в виду, в древности называли. Как и дзурдзуками и кистинцами, конечно же. Большинство из чеченских тейпов и до сих пор сохранившиеся в Панкийском ущелье это имя кистинца, это нохчи. Поэтому кистинцы это название, грузины называют так чеченцев. И тут никаких сомнений нет. Башлам видел комментарии от перса, что лакцы, то есть язык, да, я видел, что лакцы это являются персидскими народами.
Кстати, Акиста в последнее время замечаю, как грузинский паблик с подачи ингушей публикуют наши песни старинные и пишут, что это ингушские песни, что у них живут кистинцы и они ингуши, и ни слова о нас. Но это уже ерунда, конечно же. Кистинцы, которые проживают в Панкийском ущелье и везде, которые проживают, они знают, кто такие. Да, там ведется работа, да, ведется пропаганда, да, там затрачиваются огромные деньги, чтобы изменить ситуацию, чтобы грузины относились к чеченцам хуже, чтобы их называли кистинцами, чтобы показывать свое хорошее взаимоотношение, непосредственно оскорбляя чеченский народ. Это все есть, это все прогнозируемо, это все записано, это все зафиксировано, вплоть до комментариев, которые были в 2019 году, когда возникла проблема в Панкийском ущелье. Мы все это знаем, мы знаем, что тратят огромные деньги. Мы точно так же знаем, что десятки тысяч долларов давалось только для того, чтобы сказали, что в панкийских школах преподают ингушский язык. Конечно же, кистинцы сами с Панкийского ущелья сказали, что они являются нахчи и всегда были ими и остаются. И это неизменно. Там кроме одной семьи 99% всех в Панкийском ущелье это чеченцы. Поэтому я думаю, что с этим вопросом даже и обсуждать не стоит. Работают ли они? Конечно, работают и будут работать против. До тех пор, пока у чеченского народа нету Башлам, я вот знаю 15 своих предков, пишет он. Тайп Уарцхо из села Эрзи. Вот, допустим, я признаю, что являюсь нохчи. Ко мне будет такое отношение, типа, что я нечистокровный, или типа, что я мичарин цаху шумьер изам. Евло, никогда в жизни такого про тебя не скажут. У чеченцев такого нету. Мичаин саху, что лгумак вот то, что ты говоришь, это ты задонатил, опять же, дал сайол, а я это не доната. Я тебе отвечаю, никогда в жизни здесь проживает огромное количество евлой. За них выдают замуж самые бубошбо, ценнохчи, тайпли, шеймари, зудрибо, цер, зудри, хабалбо, и у них никогда нету с ними никаких вопросов. Ханди нюцоуш, мичаря люцоуш, никогда в жизни цаннохчичу, ценнохчичу, галачун, элла дат, евлочун, элла дат, чхорочун, элла дат, межочун, элла дат, цечун, элла дат, беночун, элла дат. Ханди нюкотал, нюцоуш, лхуми, туда-сюда, такие вопросы говорят те, у кого нету ни рода, ни племени. Если ты знаешь своих 9 или 10 или даже 7 своих предков, это уже достаточно. А то, что ты из Эрзи или из Джейраха, никакого. Люди достойные, люди, которые знают историю, знают, что в Джейрахе, что в Эрзи, что Итонкал, Шара, Шатой, Чеберла, Нохчмах, это все один народ. С одним корнем, с одним предком, с одним языком. И любой человек, те, которые на самом деле душой и сердцем болеют и хотят прийти к своим корням, они должны это знать. Я ни в коем случае не прошу тебя называть нохчу ал. Мне от этого ни тепло, ни холодно. Нохчу и так немало нас, альхамдулилlah, дебшаду, нохчу свою репутацию, свой авторитет и, как говорится, свою демографию держат и будут держать. Хохай нохчу сане хуле, дикдуком. Хотса хуле. أقوى هم بورداس نها يولو ال هوني أدر هميشر حوالو إهم نقطة شو أتقالي لنا датсон, дина датсон. Такое отношение есть к определенным тайпам. Я сейчас не хочу их называть, но они точно не с западной части. Они в большей мере с восточной части. И у нас есть к этим людям конкретные претензии. Из-за того, что они сидят в домах наших братьев-ауховцев. У нас к ним есть претензии. А к вам нету. Таким, как ты, тем более нету. Цундера, я не знаю, кто тебе такое говорил. Хамзат Хамхо и все остальные ребята, которые приезжают сюда ко мне, приезжают, с десятков приехали ко мне, ингушей приехали, ко мне в гости приехали, со мной сидели, мы разговаривали насчет купли квартиры здесь, когда мы встречаемся, у нас вообще нет никаких разногласий. Я им объясняю, я им поясняю. И те вещи, которые они мне говорят, я не хочу здесь вам сейчас их рассказывать. Как они маят этих людей, которые занимаются провокацией. Вот.
А то, что майстой, мелхи, уарствой, тирой, это вообще и не обсуждается. Это плоть от плоти. Это наше все. По ночи будешь. И же его буду. А сей цены связи был, его школа. Хаусал его. Всегда дед сейчас головы дубаешь, никаких проблем нет. Но ночью чего был, его сейчас ночью ду оле, что халомах ед, царь пич буч бачун, царь дуйба ор анти ала еще. Иш эрзир хабир бала, джейрахир хабир бала, иш панкисер хабир бала, иш тхалома нахбу. Иш ты понимали, мы нисколько не делим, мы конкретно все наши распри и все наши недопонимания появляются вот из-за таких людей. Вот из-за таких людей, которые распределяют, дербанят, ссорят, разрывают, разжигают между нами. Ну что значит, ты сам отсоединился, ушел, и потом говоришь, чеченцы кинули ингушей. Это что за разговор? Когда Чечня объявила независимость, а когда вышли из состава ингушей? И на каком основании вышли? Сюда речь ситуацию. Так, задонатил наш брат Арби. Арби, за что ему огромная благодарность. Арби Дересхил, обеш Раджаб Баттаха, Далсадол, Адай Такбудисник, Эзершка Судольтил, Валикум Ассалам, Арби тоже задонатил. Итак, у нас сегодня 4-5 донатов из прямого Инстаграма и 2 доната от Ютуба. Ютубу редко у нас бывает, это то есть проживающие в Европе в основном. Вот такая вот ситуация. Поверьте. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Послушайте, друзья, у меня, когда мы начинаем говорить по этим документам, я сегодня хоть и начал, я не стал зачитывать одновременно, допустим, с книги Умхаева Хамзата. Если бы я зачитал бы оттуда все, что было написано, то ненависть бы и ложь еще больше бы Мальсагова, Арсамака была бы видна. Потому что там целые общественные организации, целые оргкомитеты были созданы по возвращению этого пригородного района. Ногчи сделали огромные, то, что невозможно даже сделали по возвращению пригородного района. И там все это есть. И эти люди до сих пор живые есть. Говорить, что ничего не сделали, это немножко недостоверно и неправильно. Не немножко, а почему боюсь. Башлам кистинцы говорят, они все ногти острые, некоторые говорят, с интернетом замедляться дальше. Я думал, ты закончил Хайвал. Да, верно, сюда вопрос, даешь. Просто чтобы люди не подумали, что я тебя перебивал. Не, выстрела, но шлаху, выстрела. Точнее. Выстрела. مخل ويجر ويمدلو ويغدو حويسن ويتسقمن элдо вопрос твиттере мохуил ويجدلوش тагдина, но обвиняют в том, что чеченцы 92-й представители сами ушли в состав России, да, кайхан, то ночь мари хан. Нас через лет обвиняют в том, что почему мы не начали войну. В 92 году. Вообще логика, как умещается это в голове, я не могу понять. Ну, ты же видел? и години конфликт елшхайна, медицинский помощь дал, что вообще напрочь хаваштается абсолютно. Хасимиков инсварк недавно план и Хасимиков. Салман.
настолько напрочь отрицательные, что ты лозер волшбац, к сожалению. Ну, Леон, если люди, понимаешь, почему я говорю, если это какие-то такие достоверные правды, приведи хоть одну публикацию, где это написано. Вот здесь сейчас один пишет, приезжал приезжал на месте, приезжал Ельцину, приезжал Ельцин, приезжал тайно в Грозный Бах, Гарукар, Магомед Хаджи Мурадов, он написал, что якобы ты кто такой, здесь меня так собор делаешь. Так, он здесь пишет, твоему сведению, я его с самого начала, его Ельцина, президентства России ненавижу. И к твоему сведению, я не знаю, кого там. Но факт, он говорит, что сюда они приезжали, сейчас, Старовойтов, яри? Что якобы Ельцин приезжал Старовойтовой в Грозный Бахцу. Но опять же, приезжал Старовойтовой в Грозный, если он говорит, Ельцин в 91 году, и встречался с Завгаевым, где официальный протокол, где хоть один документ, который говорит, что он приезжал. Башлам, он говорит, что не тайно, он лично видел его, он даже поговорил с ними на улице. Я не знаю, я честно... Да, я не знаю, это вот у нас же есть один журналист, который говорит, что он видел Ингушев Назранян плакат геноцидацию. У нас тоже же есть такие чудики, которые, конечно же, чудесным образом рассказывают такие фантастические вещи. Я по всему Меня городу... это удивляет, Пришнам. Tamam ederiz. Yuqam vartız. Toğal vistqalar şiştoba yaşosu. Выстрел. إذا وتعمل تعمل كي دوي وحن يا دقردين غيره شتيت نشتو شابش يبي بلا نلشب باش نخشبو نرجو بلا قلاي بلا نخشبو وإيش تان غدو يتيت نش دقردوي غالغي أتانا ويا الدنيا جخا خوشة وقر هالدالة خوشة ويا نخشخ عنده ونخشخ أومشو دوشتو إشادو تيب انتي غالي تيبا داجي غالي تيبا وين ايغا اول ويتحق عنده ويتحق عنده غالي ونخشي تيبا كل سايد اس حزلا اس اش بوخ بوي وحدر بالبوخ цабу бах асига ас ишинс нохчи буца бахшон. Прошу не путать. Вай хадельдул вай ором цабу бахас. Это разные вещи. А кем они после этого переформатировались через 250 лет, ну я эти вещи уже не говорю. Я говорю конкретно хадельдул ором цабу вай, но хинт стала она уже цан шашмилхи яца цан даун дац уже. Яцанна дац. Генетик маса профессор тысячи шодачи и ДНК хинцу шац бошач. Вот цакам хунштабу 250 лет абдел потсаши атдер мост шукамду ala وين تقبل ترحمه وين كنترلي بأهل ترحمه سعر دولين دول هما صنعت أم تقولي أم خليش ما يتخام صنعوا هما خائر دالة خائر ну хам خائر شاشخي ну ахта насильно цабахсар шанхиеч хил шашкам ахуда вошим худи дошим ана вот шерит сайт бодик дица вошин ха ишин дошин хиета цаита вот они говорят ха тхокам дубахсар хасан абсолютно вей иш бей аишат вей ума бага ишат це решению ха توشا تشوكشو با تشوكشو توشا أدلنا قامدو با أدلنا قامدو نخشو ولا نخشو غلا صار هذه شو شو داتك نو نيتيني يا مو
Sani kuela ha sotueli ainu ash iza ulinta saeta ashkelu as atin kuela homilu sharal ubotso غالي مو أول شيء تيبل ملوه so تهم تيجا وراش موي أستروسه هذا زمان بوس هاي غالي ولا غالي خليز غالي ياو فاميلي حبوش بو ده أسترو هنوخشوا بوس غالي تيبل أسترو نبوه دواود من هالي شيء فتيا جنال أتمشي يو تليفون شلاسي لاي رتويشين دواود Сайт, собордила. Сайт, собордила. Магомед Хаджи Мурадов. Ладуа Саваш. Адухуаг. На тот период, цуэлил год дерицу, я канил ханери, астига большенцу ривку мя. Сайт, собордила. Магомед Хаджи Мурадов. Ладуа Саваш. Адухуаг. На тот период, цуэлил год дерицу, я канил ханери, астига большенцу ривку мя. Это с хуертига хире. Резиденции хили уметтига. Достоверно дуй цухена веан шунхад либах дуй веан хульч цахо иладат дин президент веан има дедошес цар ватси веан бахе и вообще веан ватса бах асхуг адухуан может он приехал, может он тайно встретился. Ты говоришь, я не пойму, что вас беспокоит, этот приезд Ельцина тогда бах, зачем передергивать? Да, погуглите, если вас неизвестно было. Послушай, гуглить, не гуглить, когда он приезжает на Теречный район, я его знаю. Но то, что он приехал, тайно встретился с Завгаевым и так далее, с Арсамаковым, если он приехал, и это было. Просто людей, кроме тебя, которые его видели, если там определенно небольшое количество людей, которые его видела, Хаджи Мурадов, я не могу сказать, что это была открытая встреча. Многие люди, кто митинговал, кто участвовал в этом правительстве, его не видели. Точно Дудаев. Ошсига шашун атау айнир хану юхадизат ишун битанхилла шарт как заложник да он юер ханкала да и чуатся вена ханкала он да он хасли шон и вючи сон отвечает цегеш. Ну, в любом случае, мне без разницы, я говорю из официальных источников, те, которые есть у нас. Если они были, если Веан Хилляха из-за Веан Гейтинулах, почему об этом нигде не сказано, почему об этой встрече никто ничего не пишет. Это же резонансно у Мадеи, это целый президент там приехал, допустим,
предвоенной ситуации, уже Ельцин приехал в Грозный, там решил вопрос о Ривожи, больше, хотя это исторически как-то должно быть подтверждено. Да, опять же, и хилар-цахалар разница, но факт то, что тебя Башлан, Грозный, кому он приехал? Вопрос на власти. Кому он приехал? Они, Арсамаков говорит, что он приехал. Он приехал? Нет, с Завгаевым встретился Бахцу. А ты даешь, он освободил? У меня здесь сейчас я зачитаю тебе. Прямо здесь написано. 1900... Так. Сейчас освободил. В марте 1991 года, в Грозный через Назрань приезжает Борис Николаевич Ельцин-Бах. Ингуши очень рассчитывают, что он во время своего визита рассмотрит проблему ингушей не только по земле пригородного района, но и по возврату бывших жителей Северной Осетии в собственные дома, из которых их выслали в 1944 году. Борис Ельцин при встрече с Докку Завгаевым и с членами Ингушского оргкомитета обещал поддержать ингушей в решении их проблем. Все. И Докцу Тяязин. То есть в марте 91 года, насколько я знаю, в марте 91 года, что Завгаев приезжал, Ельцин встречался с Завгаевым, я не нашел нигде. Сумбух Цакарина, Хаджумурат Бошвочуш, и Бух Бубах Цига, Шиен лично Аравел, Вистхруш Гинабахе, Хацуну. هنا كروارباد يتونا تكرنا إيش خاطمش بوجي تعتديش أشبات إيش وكيل تولد ذي أنا واتي إيه نظر عني أتانا دقم أدي شاتنا أكتكالي بوش ساعت خم يالدين صندق دو خم يال أكتكالي بوش سو بيتن بو موح يلشنس نظر عني أكتكالي بوش ما بيتن إيه نوختي شوي أنا وات إيش بو يبيتش بك Это видео خليزم أكثر كاوي بوستان يدقهم أبا نعرض يشتا أو ميتينغ شنتر سؤال إنجليزي يعني دقوة تيجي دعوة خطبة دون. Освободил Бяхма Бела сайт. Уважаемые друзья, те, которые сейчас зашли в Инстаграм. Первую часть, тот, кто не успел посмотреть, сегодня мы начали в 10 часов эфир. Первая часть у нас была по разоблачению лжи и некоторым сказкам, которые были написаны в книге. Вы можете посмотреть на YouTube-канале bashlam.39 live. Просто, к сожалению, иногда, когда проходит очень несколько часов, и в высоком качестве он выкидывает меня с эфира, и я автоматически не успеваю сохранить. А все, что не сохранил я в эфире здесь, на Инстаграме, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале bashlam.39 live. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, и там увидите полную версию Цундера. Я не специально, но так получилось, что выкинул, и я хотел сохранить, но он не сохранил. Поэтому я сразу перезагрузил и зашел снова на этот канал. И пока мы с вами разговаривали, нас поддержали еще 3 человека. Это 2 человека. Бяхмабилаш, Адам Шайд, Дересхил, дал Сидуэл Болдиснак, Эзашка Соду летил, дал Духуахваршу. Огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал, донатит. Благодаря вам мы существуем и дальше работаем. Вот. Сайд, حاولت يعني نقطة وبيستوى الترويشي. Все, хорошо. Я закончил. И до актор خزنك حاضرات ولا نكتشني شو كوي أتفن زمن بريجر نبوشتو هم تعب بوشتو هم دو إتا هيتسل ترديتن مداتي أو تغي إتشرع ترديتن داتي هيتا مسؤول إن ديت إشري أوني وإشري أونا تنشتر دشاش دولشة إبريكريوات ياشا ويتونا Сайд, мацдина хаун, нет, суна мяхтари хитсдействовали, нет, из мацдействовали хаун, когда они начали требовать Гарери, Гери Бари, царь пригородный район Аях Бюльбелериш,
Хирибари, Тягих Бюльбер, Царшаш Язидуи. Они сами на этой же книге «Ингуши не забудут» родных очагов пишут, что осетинские сепаратисты говорили, что вам взамен пригородного района даны Наурский, Шелковской и Каргалиновский район. Якобы, что им говорили об этом осетины. Они так пишут на этой книге. Это было еще 89-й, не знаю. Поэтому это еще 89-е и 90-е года. Еще в то время они говорят, что это делали. Цундербасы. Так что хит снизу доли, да. Шейгер дүйшту, это 100%, что хиримах дукаляла, что тига белых шпяшляла, утван бали, что тиг дукаляла, короче, весь вопрос должен быть, чена, постя, когда он история, постя, الخطو ينساس أرجدون تيجا بيجي أنا там постовой милитарий شو مرشدو نوكشدو هاتشدو пост راشيلا توماشين شو أشدر شو يساشيشي توصيه شو بيجي أنا أتى ديستن هم شين ديت وين خمتو إلى أتصل ديك عش أتصل هو أتهيديال أزغات خشل مستو أدمل أتريجرن روان يعغل أوبرتي وبو أين النح مليونيرش عش بوله أتحليال بيالهم نو بيتندين يلتن ثاني خير أميرش بيتندين تو إش أربع شيء بلان يوشر تجود حتى بيغلق تجود بيغلق ثاني بيتندين تجود أربع سيرين بلان خلير بلان بيتنديش يووي تجود لحش شين إلتن تبا غلشن وديش ودلتي تنا وين شو بحكتي مثلا بلان خليرتي سعد صبر ديلا عن минутан. ويس ستارلي وشخ أزنيسن أو قال رواخ خوسي وجزء تعيد البول عبال بنا وشخ أو نقطة شو تنعوانا وشولا شيبا وقع شيبا ديكايو. Я был замом завода ГМЗС. Каждый день помню, как сегодня. Никогда Ельцин не был в Грозном. В то время эту информацию невозможно было скрыть. Все это бред сивой кобылы. Я говорю, об этом нету нигде официальной информации. Хабуш Мадуиц. Ингушетии 100%, то один до амятон, до аксакалы, халяться им, аксакалы, что дукум обещает, там, около аснаш и я, да, это не аревю. Короче, сунде линио плана, это линио плана, иш غلغي اتس مخكر انا موخش يوخ تام وضع ويتلقى ويكوچ موخش ات دوخ زايتسов короче اور ايدوك васкмана ишт план خليرتي ну وين شت اتسلتر открыто كده ودينا مسوا شو حوس عايزنا وين كوش داك بهان دوش اشبر ну царь هدير ويليش هدير شو офицерш بول برش وين بول برش امون فوش يا ومتى كاتشل يعني ومتى كده مرتين حكاتشل حبوش اللي في جريس وقتي بتيجي تعاشوا والله وين نبوش أحتاج بنتشن بيحكي الله أحتاج السوي تعو بروسس يلوش بليجر يعني توام خليه قاعدين أقولي دين أقولي توام خليه نزران والدنيا ميلو شيء أوني تنا غال سبيحش بيجن شتيرنا وكيبورو تسبيحش غال سبيحش قيل نزران يتوام بيشبر يأكلوا كاتوان بيشبر سبتوس كاتوان بيشبر كيبلان ما يري إذا سيرلي أنا شيء قزح تبال بولب ثم ده تعاون تيشن بولشون ده تيجي Я читал в документах, здесь четко задается вопрос, и особенно в поисках национальной идентичности, они говорят, вот этот вопрос нас очень сильно интересует. Если с пригородного района выехало 60-65 тысяч беженцев, почему они хотели именно поселиться в Асиновской или в Серноводском, почему проехали всю республику? Первый вопрос. Во-вторых, если их даже не приняли в Асиновке и Серноводске, то их приняли в гостинице «Кавказ» и в Грозном намного лучших местах, не в палаточных лагерях, и точно они не давали никто по $200 за курятник. То есть здесь есть объективная сторона, есть у каждого своя сторона и своя правда.
Я нисколько не умиляю, не говорю, тот, кто давал, тот, кто брал деньги, такие тоже были. Тот, кто дал Аллах, но и те, и другое, если эта ситуация существовала, никто ее не должен отрицать и говорить, что этого не было, и что мы должны переубеждать. Почему? Поясняю. Люди, которые говорят, что мы должны благодарить, это настолько абсурд. Для меня это настолько вот смешно. Человеку, который, являясь зампредседателя правительства, говорит, вы должны нас благодарить за то, что вас не потопили в Каспийском море. Это, конечно, это таких вещей, я еще раз говорю, если это говорит какой-то сельский учитель уроков, там, я не знаю, физвоспитания, я мог бы понять это. Человек, занимая такую высокую должность, говорит, что проложена была железная дорога, и их готовили утопить из-за того, что осетины якобы доложили Берии и сказали, что где бы ни были чеченцы, они не дадут обворовать чеченские дома, и их из-за этого депортировали вместе, и они остались живы из-за их обведения моей ночи комнат. Ладно, это еще полбеды. Там другое они заявляют. Чеченская республика Ночхо. Никогда в жизни не было такого названия у Чеченской республики. Ночхо, это что за название? Не Нохчо или не Нохчичо, не Ичкерия. Ночхо республику хотели создать. Потом говорят, что чеченцы кинули ингушей. Опять же повторюсь, я снова и снова говорю, если это говорит какой-то там школьный учитель, ему простительно это, даже если грубо говоря. Но когда называют целое общество, часть чеченского народа, Уастхуай, называют чабанами, пастухами и кочевым племенем, когда другие говорят другое, третье, десятое, и им говоришь, хазнесан, айгалдош, айлумдош, нахбубах, ашхалабах, нахмабаиш, бу. Ашмуолы цунахик и сандурхум. Я цахиетшун. Ой, мегермарец, ой, цамаду бош. Здесь, опять же, я зачитываю документ Джахара Дудаева и Аушева. Я изначально зачитал этот документ, и этих несколько пунктов. Все эти 3 пункта были нарушены в одностороннем порядке стороной Республики Ингушетия. В 2005 году за несоответствие национальных интересов договор между Дудаевым и Аушевым они в одностороннем положении расторгли. Нельзя было строить, говорили, демаркация зоны пока не произойдет, нельзя строить Бошляча, Бердюш, Динатиканис на границе, Кидек, там очень много вопросов. И Руслан это прекрасно знает, и они прекрасно это знают. Но если мы это знаем, تكون خائي أو هم تبع تكون خائي أو دخائي كل شيء ما باقي شو حقرتي شو بيوخم شو يوكل شو بوتين نبغى بيش دوي شو ميدويدين نبغى بيش دوي حفظ تعوسو كوتش والأمل غدير هوني هذين حمايور زواني هوني هذين يو غير يبوش وده حق سؤال أولني مايور زواني خزني سلخر زواني Если спецслужбы авала, если полиция авала, хаз нормально сай алап туша, лахар даже авош хирварсо. Валлахи, биллахи, таллахи вас. Никогда в жизни это создание чего на амуацо. Я хамралла создание чего амуацо. Я цик чуца вон, я МВД чуца вон. Ок, вадик дич, ровно чего насо, домашняя единая заявление азо. Я занимаюсь общественными делами. Я живу здесь, я не знаю, Хавай. Эти две размеждаться, я что, шея бокс был, я что, он такой, что амеш. Это отвечает, да, и ждать, он и уехал, бог, он да, это просто дух, например. Сына васита Исула со тана ахалит эра 250 лет назад قام خل واحد بس أنا وقت العيادة هو أدنى عنده بوش أدنى عنده كلش أو وش كل بوش بشلامي например شيء مو هم تبينا سعر 250 лет назад придумать شيء مو
Ну, они сегодня, Сокет Аборчуна, они сегодня считают, что это язык, их язык. Они пытаются всячески говорить, что это отдельно Цаанхет Мацает и его диалект. Они пытаются. Если честно сказать, Лэнди, я тебе скажу так, вот, как бы я ни относился к Джохару Дудаеву, хорошо или плохо, но по мне Дудаева просто-напросто жестко кинули в этой ситуации. В 90-х годах его просто-напросто кинули. Именно вот с этой ситуацией размежевания по границам Дудаева и все его правительство кинули. Здесь в данной ситуации, по мне, если они заговорили по 1934 году, надо было это все документально сразу заверить, сказать, по 1934 году как сошлись, так и расходимся. Аллах иштади иштари. Видишь, как они сделали? Они четко сделали по госплану, проект по госплану, взяли 3 района, Сунжинский, и он указывает, проголосовали за Дудаева Бахцо, но никто не проголосовал за Дудаева. А есть и достоверность, насколько я знаю, Мелхис Ингушетии за Дудаева проголосовали. Псидахир Нохчи за Дудаева проголосовали. Он говорит, никто не проголосовал ни с Малгобека, ни с Сунжинского и так далее. Чемульга долгое время был, до 97 года Чемульга был под Чеченской, и поэтому есть документы прокуратуры Рязина, когда нашли труп, прокурор Республики Ингушетия отписывается и говорит, что Чемульга относится к Чеченской республике. Этот есть документ на основании. А с Богом примерно. Мелхи проголосовали про Дудаева, другие проголосовали. Но этот человек, Марсагов Арсамак, пишет, что никто из этих 3 районов за Дудаева не проголосовал. Понимаете? Опять же, во время референдума, когда в 2003 году Ахмад Хаджи еще когда был живой, когда он еще был живой, он поехал туда, панику поднял Зязиков, сказал, о, ахинца, референдум, ала, эска района, шей движение елю, шей иштад адиваш дацер, и как им адитар, они протокольно, хорошо, до лучших времен вопрос будет потом решен, Асиновка, Сирновская будет в референдуме участвовать, остальные пока не будут. Протокольный, просто встреча протокольная решителю. Они сегодня берут этот протокол и рассказывают, говорят, вот Ахмад Хаджи официально отдал нам эти земли. Ахмад Хаджи не отдавал. Ни Масхадов не отдавал. Ни Дудаев не отдавал. Никто не отдавал эти земли. Этот вопрос был решен по-братски в 2018 году. Опять же, ради братства, руководство Чеченской Республики, проявив добрый жест воли, оставили 77 тысяч гектаров земли. Вот. А сегодня ишда цари, ушда цари, и человек пишет, что чеченцы не могут насытиться землей Божьей. Эта книга написана 25 марта 25 года. 28 марта 25 года. 17 год я язин маяце. И хит язин, люди до сих пор, у них пишут книги, которые 867 страниц, что том книг мои. Поэтому нужно это понимать. Цундера, изначально вот этот корень, он не зародился в 17 году. Бях мобилыш. Başlan, вопрос дальше. Хозяин, başlan. Başlan, вот от ингушской темы отойдем, вопрос дальше. Да, здесь не ингушская тема, здесь другая чеченская история. Герман Садулаев, шуквайся, писатель. Вое мацари, ну вое шуксу. Ну, вое вези, вое, да, ночи очень муха. Шинца версия, вое хазаеш дуэ. Сундербах, асхой, шелу чулора руи,
Но... Ладуа, Баштан, Ладуа, вопрос, Ладуа. Я узнал, что Ротшильд вы G2A гаплогруппе. Так. Вот и в свете этого факта он муфи. Ну, чтобы ты знал, я же изначально говорил, вы все должны прекрасно знать и понимать, что гаплогруппа J, первый корень его и самое главное место зарождения, это где? Йеменские ашкеназии, самые чистейшие жюкты. У них корень J2, вообще J корень вообще оттуда. Но это ни в коем случае не говорится, что этот J и наш J, они отличаются. По крайней мере, так говорит Клёсов. Вот. И как и гаплогруппа Q, которая тоже зародилась здесь, на Кавказе, за счет народов, которые здесь автохтонные проживают. И точно так же ничего удивительного нету, что у Ротшильдов показал J2. Но исходя из этого, говорить, что мы относимся, есть еще один некий экономист, фамилия, чтобы он называет чеченцев, якобы они являются белыми евреями, белыми хазарами, белыми евреями. Статья экономисту, и сейчас я не помню имя его, несколько раз я говорил об этом, рассказывал. Вот это притягивание, во-первых, к хазарам мы не имеем никакого отношения, кроме как входили в часть их войска. Во-вторых, и географически, и физически, честно сказать, не столько близкие были, кроме как во время участия. Ну, самое главное, хазарский каганат интернациональный, туда ходили тюрки, в том война, ногти, галгай, ну, гала вообще не было в то время. И там версия такая, что у нас наши чеченцы были передовой гвардией в хазарском каганате. Так что вполне... У кого версия это? У кого ты читал эту версию? Ну, из Хазаксон. Я вот Ханс, точно не могу... давай я тебе скажу, смотри. Что касается хазарского каганата, работа по хазарам и аланам есть только у одного чеченского ученого. Это бывший мой преподаватель, это Хазриев Хаджи Ахмедович. Я эту публикацию делал. Мы знаем, и опять же, передовой не знаем, но там во время боевых действий, поскольку Аланское царство пало под хазарским каганатом, во времена боевых действий хазарам должны были выставлять аланы 20 тысяч конного войска, то есть конница должна была быть, то есть самые передовой конницы, и туда уже входили все, кто проживал, опять же, со всего общего Аланского царства, не чисто чеченцы, а всего Аланского царства. Об этом пишет Хазриев Хаджи Ахмедович, то есть указывает на эти работы. Что же касается самого хазарского каганата, это точно так же, как и Аланское царство, оно не было единородным, оно было многонациональным. Что касается, я тебе скажу честно, по хазарским каганатам есть некоторые ученые, которые доказывают, что это вообще блеф и выдумка. То есть хазарский каганат это миф просто-напросто. Поскольку не находят ни столицы, а то, что нашли, которые Цемендери, Царючел на берегу Волги, столицы, они ставят под сомнение. Но я сейчас не об этом говорю. Про то, что там были наши, но наши были в хазарском. Наши были в том же Аланском царстве. Наши были в Албанском царстве. Кстати, передовые военные части занимали в Албанском царстве. Это сейчас уже доказанный факт. А Албанское царство где находилось, ты знаешь, да? Это самый юг, это на границе с персами, с иранцами, имеется в виду ныне Азербайджан, Армения, область, Юждаг. В этой области находилось большое государство албанское. Туда тоже входили чеченцы. Чеченцы ночью входили в эти передовые отряды. Но везде, куда входили мы передовые отряды, говорить, что это наше, или что мы являемся этим... Не, но факт то, что у нас, кстати, Израиля, Любо и гаплогруппы очень распространенные. Ну, я же тебе говорю, Ханс, я же тебе говорю, гаплогруппа J вообще, зарождение его Ближний Восток, не Кавказ. Просто на Кавказе самый большой очаг J это вот у чеченцев и ингушей. А вообще корень, и ором китил, и зародится один долметник, и J царь мечайбах, на Ближнем Востоке юбах царь. Китил вас больше нужно. Сон, а жил вот совещикант Америки,
жидкий буй, вы даже вот Кавказе жидкий, к нему подходит, истагергал, лил, ряч, вы хазар, что туда-сюда. Вот это я слышал. Ну, мне, честно говоря, мне все равно, лишь вы гергер, хилчи, цахетчи, подогдич, хинца, лило, что человек, айшу, лишь гергер, вот сейчас лило, цаля. Но факт есть факт, что G2 гаплогруппа, это же тебе не... это же факт, это же научный... Ну, смотри, здесь вопрос, опять же, J2, рознь моей, J2 может быть и у японцев, J2 может быть и у якутов, чукчей. Она не может быть у японцев. Она может быть у японцев. Ага, свободи, нет. Ахарцу есть Аханс. Чтобы ты знал, гаплогруппа не приписывает тебя к той или иной национальности. Гаплогруппа приписывает тебя, твой ли это отец или нет. Национальность гаплогруппа не показывает. И любой ДНК-проект, какой бы ты ни взял, он тебе никогда в жизни не скажет, если это одна гаплогруппа, масала, что это вот этой нации. И Гойтила даст, нету таких данных. Поскольку все ученые в один голос говорят, что они могут сказать, вот ареал происхождения, где твои родственники, но он не показывает. Это не имеет особого смысла, да, там, ну, где-то духой-то, хорошо. Не, я почему тебе говорю, Ханс, у нас есть гаплогруппа Хаза, у нас есть такая гаплогруппа, как Т, и чё редкие гаплогруппы, Ханс. Эта гаплогруппа есть у викингов, у прямых викингов, и у чеченцев. Наш хуаюка гаплогруппа, Тейош, ногчевой, сдайте там. Общий предок с викингами у них 5000 лет тому назад. Другой в Ирландии тоже там 5000 лет назад умер отсюда. Петр, осбоштик. Возникает вопрос. Тюночи вори дейш кардуин, а наш ховош, сен ногче авошуй. Сурмичаряла гаплогруппа Т. По твоему вопросу, по твоим данным, из Ахма Бахари, Хульшхульча, ой, хазарский, Каганат, Йеменский, ой, Хазар, Шукир, ой, Далхари, получается, что все чеченцы в основе своей, как таковой, должны были быть все J2. Ну так не может быть. Иначе бы народ... Не, но мы вот уникальны тем, что у нас G2 вот, подавляющий процент. Ну, блин, это немножко, Ханс, это немножко попахивает расизмом, поэтому не будем такие вещи говорить в эфире. Не по теме не стоит. Да, ну в том контексте просто факт только, что у нас G2... Да, я знаю, что да, есть G2. Башлам, хата дамиги. Хат. Амелда шер авангард чаш хонохчи эшдонан тац почалчкал. Для зрителей, так скажем, роль играть ешхолоцара. Военные части. Военные части. Власти, он какой-то дон. Нет. Нет, абсолютно. Значит, как быки они там были. Они были, вот смотри, в Албанском царстве, вот последняя информация, которая есть, в Албанском царстве, они были передовые вот эти гвардии, президентские гвардии, элитные войска, вот в них были, в Албанском царстве. Чем мы можем гордиться этим, то, что они как бы... Гордиться нет, я нисколько не горжусь этим, я сразу говорю, я говорю о констатации фактов. Было бы там хатасон, я бы хотел услышать, сайна, зрительшна, вот и гвардия шхила, для чего? Может, почалка доном, какие-то доном, локаль дырочка, был шхил. Нет, там они в основном...
соседствовали, они помогали друг другу, соседствовали. Кто-то... Хорошо, помощь не может превышать, чем, допустим, скажем, Бугурнахала, Йок, помощь, она, допустим, ну, у них там... я, честно сказать, ну, возьмем Урарту, да, Урарское царство. Урартка, Хурита, Урартское царство тоже считается Вайло Шуквай. Ну, им вою Бог это уже доказывает. Ну, я про что я говорю. Опять же, боевая каста, те, кто воевали, были в основном свои, наши, а руководящие, завоевать был. Разных армий дахайтин. И что сега ситуация? Я это к чему говорю? Витя, Да, Урарту, да. Одна из причин, свободе. Я тебе говорю то, что написано в официальных данных. Одна из причин развала Хурита-Урартского государства является то, что оно изнутри было разрушено. Именно изнутри. Ну, этому есть такие сведения. Допустим, это если так глубоко смотреть, допустим, главным виновниками в этом деле, естественно, Эрмонах будет сказать, как сапожник, как сегодня же, да, он допустим, главным виновниками в этом деле, естественно, Эрмонах будет сказать, как сапожники, как сегодня же, да, он как гастарбайтеры не заполнили намного раз больше населения Урарту, там мы этому можно так подойти, так, если размыслить. И действительно, они внутри все восстали, а естественно, те наши враги тех времен, тысячелетиями назад, и они с Архут и Элич. Это есть такие догадки, выводы такие, которые... Ну, мы догадками говорить не будем говорить фактами. Только фактами. Примерно армянские государства, любое число времени возьми после Урарту, вот возникают какие-то государственные, которые и то в те времена одни из самых инженерных построений амбаров, там каких-то поливных вод и так далее, и запас все скушали. Ну и с тех пор вот так и как одичавшие люди по всему миру. И самое главное, когда мы говорим о своей истории, примерно скажем Хазарии, там история конкретно написана, Жукти. Жукти это программа, которая до сих пор идет, но она даже даже упадок идет государства, и они убегают в Крым. И после этого существование Хазарии перестает быть так, как и уничтожает его. Вот на этом регламенте так. Жукти там не были. Жукти еще не латнышки. Валейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Билто, ты сейчас как-то обозначил странно международные классификации. В общем-то, это аристократия называлась, а не быками. Цадала. Воины. По грубом форме говорю. Зачем нас взять? По очереди. Микрофон дай шей. В качестве кого мы выступали? За просто так, что ли, Бархат? Нет. Просто так целином. Чтобы ты вернулся к аристократии, скажем так, этому термину. Аристократии, вот именно я хотел бы...
Ну зачем это квалифицировать это как быками, короче? Военная, Это не принято даже. военная демократия, Алиш хотя бы. Бях мобила шведви, если долг чейцами ля цонг шусу садим. Военная демократия, понятие, говорит о строе, который находится в каком-то, может быть, временном промежутке. Я имею в виду, как квалифицируется это. Это аристократия, это правящий класс всегда. Ну, правящий класс, у нас всегда, вообще в нашей истории, Бамба, идет... У нас идет как военная аристократия. Я хотел слышать. Мы какое положение занимали, чтобы туда вести авангард какой-то, интересы, или мы там участвовали, какая-то аристократия, для объяснения для меня и также для зрителей, а просто сказать, примерно скажем, кто понимает, тот понимает, а такие примерно я или другие зрители. Кто не понял, тот поймет. Возникает вопрос. Авангард лучше, на войсках, да, Билто, можно я тебе отвечу? Можно я тебе отвечу? Билто, давайте сейчас этот вопрос резюмируя закроем. Последняя война. Палестина, Сирия, Ирак, Кададеш. Во всех этих войнах участвует Нохчи? Участвует. Зачем, каким образом, что остальное, думаю, тебе не нужно объяснять. У некоторых даже африканских очагах участвуют Нохчи. Оставим эти разговоры. К сожалению, это хорошо или плохо. Мы теряем от этого огромный кластер своего населения. У нас это реальная проблема. Почему-то многие считают, что это великолепно, это хорошо. Да, никто не обсуждает мужество, смелость нашего народа. Но у меня возникает другой вопрос. Духа балдюзал кайцало. Так еще балха балха Инстаграм чу папиташ мапиташ сахчи даш бюсен вахош уш веб шайоша бюч нохчи мат باشه чу вахош انتان بعدش كعصبوش وينخش ايش بلعب هات صاحبوي بو تغل ايش بعني عيوعج خطي اي خانسة اي بامبا اي بلتو اي بشلام اي وابي اي سايد وي يوعج دوي دير وان نوردو هوندش ايش وي قومخ بولدير ايش وي مات بيش بولدير اتير ديشة تصدق اغولات ايش بالي باللعبة اسم здесь у каждой монеты есть две стороны. Хомейр халарх, ходюна долж халарх. Первую твою му выиграть ты на массан хуш маду, дуй ногчи чуа. Массан хуш туйс. Ца санчавик, ца олш, ца дика цадел, право, левый, религиозный течениш, мечениш, нету, ничего. Ца ногчи дар. Шейдай махкан дюх арбил бар. Дар тулан белер. Так кида худир вай. السوي غوشي يقع ناخلج واشي وي ويش وشلاج واشي سندي تلا يعدو تردوي هنتي هم سن تشو تدي سوني سنديرا وميرا دينا ويقومي دو امشي قومن ويلي اشو استقوي سو دحر القام كولت اخواتو قولش اخواتي دوشل كولت اخواتو ويلي يز وي ازرنشكا حلقو اشبوله بو بيش وي زود بيش اوزبيك تاجيك فيتنام شحايوش بول كيتاج قبول چرگ شماری تایوش نوچی تراماری دانیس بینه چرگ بای میزر دوزل بایش حق آمدش پیدر باش اتومن ولیز خدا وان ترا عشیت لستنا عشیتانک اقتن بعد غاز قیوین عیدرخ حت اقیچ تسیر مینوت اسپریس کیز نو قدا حق آمد هدوه میل زیدوه مس انجینیر قینا مس تایدنا مس وینا Нет, история свойственно повторяться. Современная история, параллели я тебе привел не просто так. В одной Сирии погибло 4000 молодых ребят. В одной Сирии. Я не молчу про остальное.
любой тван боле, ва даниш ду чукуш, нохчи хада спости да хард хобош, ой ца шиба миллион валарим, но када царис. Ой, во мала. Вопрос говорю, Сундер, эту тему так получается исторически на протяжении Сулхаху, со времен Урарту, я везде смотрю, что касаемо сасанидов, что касается хазарского каганата, что касается аланского государства, что касается дзурдзукского государства. Массу Золотой Орды, массу мехтя войнок чебол мехтик, они занимают определенную военную когорту. Элитные войска, они умели воевать, они умели побеждать, они ставились или генералами, или военными, и военное дело в крови нашего народа. Хорошо ли это или плохо? Я хотел перейти к второму, упомянул периоду, или вернее второму вопросу, который Билтов упомянул по поводу Хазарии. Но вообще я исследовать Дяш часто возвращался и, скажем так, лет 5-6 назад уже обратно вернулся. Это гумилевский миф. Да, я читал его. Да, это гумилевский миф, что существовало такое государство. И сегодня есть такие, скажем так, локации на Земле, и вы можете последить, я вот как параллель проведу между Карибские моря, пиратские государства, и на определенных торговых путях всегда собирались какие-то люди, да, и смешивались, я имею в виду, оно могло быть территорией, находящейся, то есть, которая включала несколько этносов, да, на этом пути, и, в общем, какого-то единого, какого-то ханства или царства, или государства какого-то не было. Это была какая-то договоренность, как, допустим, у пиратов или в Занзибаре, в Африке, да, или какие-то люди между собой, вожди или предводители каких-то военных структур договаривались, и они находили это место сбыта, завоеванного, место, скажем так, обмена этими не только трофеями, да, но и получение каких-то товаров, прочих, с севера, и Хазарии, выше, да. Амир Тесаев хорошо показал о том, что Волга сместилась, да, климатические условия. Вот я хотел об этом многие пишут, что она переместилась, поменяла русло. Да, я просто упомянул Амина Тесаева, для нас он самый известный человек климатических условий. Кстати, этот мерзавец Гумилев был, в общем-то, климатологом, не историком изначально. Ты про какого Гумилева говоришь? Не путай. Сына Лизы Ахматовой? Анна Ахматова сына? Да, Гумилев, историк УБО. Да, историк. Он больше... это по основному образованию климатологом. Так я к чему это говорю? Он выделил это, скажем, доминирование тюрков, да. Да, он пишет, что доминирует татарская кровь в основном среди русских. Да. И, конечно, разданитов, короче говоря, типа этих иудеев упомянул, да. Но мы знаем, да, что нет никакого документа, якобы, кроме кого, где-то сейчас он в лондонской библиотеке хранится, якобы написано оттуда каким-то рахданитам, испанскому какому-то еврею, да, что здесь хотя, скорее всего, оно из Киевской Руси в это время уходит. Или оно, в общем-то, не сегодня хронологически выверенные, да? Я же поэтому сказал, Бамба, есть версия о том, что... Я не все слышал, Башлам, опять Ирвала. Я не все слышал, я просто хотел как напомнить нам, освежить память. Не то, чтобы я что-то открываю такое. Освежить память, никакого документа нету, а мы понимаем, да, если рахданиты существовали, и мы знаем, иудеи писать всегда умели, начиная с 12 века. Да. Кстати, миф о том, что якобы возглавляют хазарский каганат, что возглавляли именно евреи, от них произошел. Они сами выдумали этот миф, говорят.
Да, и ты понимаешь прекрасно, люди, которые усиленно с 12 века до нашей эры владели письмом, не оставят никакого документа, кроме вот этой обрывки. И даже обрывки не подтвержденные. Бамба. Там вообще не подтвержденные цели. Нет, даже бы, если бы они были просто ростовщиками, там какие-то записи. Конечно. Тем более государство, которое просуществовало без малого 400 лет. Да. А вот эти территории всегда существовали, когда на вот этих торговых путях, в то или иное время вот какие-то там, допустим, всегда могли контролировать. Ничего странного тут нету. Тут встречается кочевой мир, кавказский мир встречается, да, какой-то северный мир там, да, даже, ну, он описывает хорошо, конечно, что с севера пушнина шла, с юга шла персидское серебро, шло там, с запада шли какие-то, скажем, ремесленные изделия, встречались. Но оно дальше, вот когда Бельто упомянул, они убежали в Крым. Нет, оно до Крыма это распространялось, эта территория. Да, там государство само просто... Ареал проживания хазарского этого каганата считается, что был от Волги и заканчивался Крымским ханством. Эти качал с территории, человек хазарский каганат, я не знаю, почему подхватили этот вопрос, подхватили... Подожди, Бельто, подожди. Я тебе говорю, то, что есть карты, на которых четко указано, во время своего самого большого рассвета хазарский каганат достигает от реки Волги и заканчивая Крымским полуостровом, вся эта территория, включая частично и Аланское царство, оно отмечено как хазарский каганат. И точно так же некоторыми историками, российскими особенно, считается, что якобы хазарский каганат уничтожен благодаря русскому князю, там, Святополк, смотри, Святополк вырмачился, Святополк вырмачился. Олег. Олег Лаци, Святополк, он молится. Да, но по истории считается, что его победил арабский предводитель, который настиг его, который застал его в поле, не убил его после того, как он принял ислам. После этого, но это, опять же, русские говорят свою версию, арабы говорят свою версию, само собой, евреи будут говорить свою версию. Самая большая проблема и противодействие между хазарским каганатом и арабскими Арафатом, точнее, арабский Арафат, арабским халифатом была в чем? Что хазары ни в коем случае не хотели распространения в своем государстве ислама. Но очень странно, допустим, кумыки и аварцы говорят, что это государство было их. Якобы, что они гунны. И гунны были в основном частью хазарского каганата. И сами утверждают, что они одни из первых приняли ислам. У меня возникает вопрос. Тогда, если они приняли первый ислам в 7 веке, грубо говоря, а это рассвет хазарского каганата, почему было руководство хазарского каганата против ислама? То есть, дух проблем, что тебя, одно с другим не стыкуется вообще. Ищ ситуация, что тебя. И вообще, честно сказать, по мне хазарский каганат это большой такой мыльный пузырь и обман. Аслан, у этого же Гумилева даже написано, при том, что, то есть я отрицаю, что вообще как государство, именно какое-то с монархическим правлением, что-то это было, да. Но я сейчас хочу теперь вернуться обратно к Урарту, да. Я помню еще советские учебники, когда там было написано древнейшее Бамба, освободи Инстаграм, Хандайошуа отключить тенец освободила. Так, уважаемые мои братья и сестры, огромная благодарность. К сожалению, у нас трафик заканчивается.
в Инстаграме. Мы продолжаем эфир. Он будет идти в Ютубе и в Телеграм-канале. В Инстаграме вещание мы пока приостанавливаем. Сюгар Бодыгдич. Сегодня те, кто задонатил Духобатство, Чок СБУ, я и так продлил сколько мог. И чтобы этот хоть сохранить, всем, кто хочет посмотреть важную часть, первую часть нашего эфира, зайдите на bashlam.39 live. В Ютубе вы сможете увидеть полную версию. Дальше мы эфир продолжаем на Телеграм-канале и Ютуб-канале. Масана Шундересхил. Эти 5 человек, которые задонатили сюда, эфир продолжается. Заходите в YouTube, в Telegram, мы продолжаем там. В Инстаграме уже хандаялла. Я дальше уже продлить я сегодня. Завтра дам лахаса эхту хулиц, если у меня получится. Мы завтра тоже сделаем эфир. Заходите в Инстаграме, я имею в виду. Как всегда, 22:00. Нас, особенно тюркские правила и с иудейской религией, мы пришли к единому консенсусу. Я думаю, что это больше миф. Это какая-то территория, да, контролируемая в основном кавказскими народами, да. Я считаю, что была контролируемая, да, но там не было какого-то твердого государства архицем. И я теперь хотел вернуться к падению Урарту, да, как вот обозначают, да, в академической истории. Я еще помню, когда писали в советских учебниках, что вот там древнейшее государство Урарту, часть его располагалась на современной территории Армении, и пала под ударами, под натиском, не ударами, под натиском ирано-армянских племен, они говорят. Но это ладно, это мы опустим. Но основное падение они приписывают тому, что после войн с Ассирийской империей Урарту исчезла. Но я когда смотрю, да, почему-то Ассирийская империя тоже меньше, чем за 30 лет исчезает с карты древности, да. Исчезает, потом я начал искать, да, и узнаю, что там произошли огромные климатические изменения. То есть, я считаю, что ни под этим, ни под другим видом Урарту не распалась, не разгромилась ни ассирийцами, ни под натиском, а в результате изменения, резкого изменения климата, засухи, каких-то вот там природных катаклизмов, да, скажем, ногчи ушли оттуда, да. Вот так я считаю. Да, из-за климатических условий, потому что если ты проведешь параллель, там действительно в современной академической истории, да, указывается вот эта территория, но не связано почему-то вот этот фактор, никто не берет из историков, да, климатические условия резко изменились. Знаете, ты думаешь, да, что если резко изменится, может под этим влиянием разрушиться государство целое? Ну, много лет, не просто разрушится. Эти люди, которые там были, да, аристократы, военная аристократия, нет, я просто начало покидать эти места и заселять более благодатные земли. Я согласен был бы с тобой, что одной из факторов его быстрого разрушения является и климатическое тоже одно из если мы будем говорить и только из-за этого, это будет немножко неправильно, потому что Урартское царство, оно было приспособленное, там были и государственные управления, это были и библиотеки, это были и бани, и третье, десятое, понимаешь, это люди никак не поймут, что из-за изменения даже землетрясения или климатического какого-то как Помпеи получается, с Помпеями Махылар-Хул потягал ситуация, Нет, это не один год случилось. Да, при описании военных конфликтов с Ассирией описывается очень много лет. Не меньше 13 лет это все происходило, да, и в конце концов, когда... разрушение, окончание Уратского царства завершается 562 год Думяцу. Последняя дата его существования, 562 год. Да.
После этого... Вот. И ты заметь, да, и в то же время пропадает Ассирийская империя, да, огромная, там считалась мощная, которая якобы разгромила урартийцев, да. Заметь, там меньше, чем за 30 лет, короче, оно тоже пропадает. Хотя территории намного расширены, и, в общем, с карты оно исчезает. То есть, вроде бы, как бы, особых противников на этом Ближнем Востоке, Малой Азии у них нету, но оно тоже пропадает. Вот что меня настораживает. Поэтому я склонен думать, что... Под станицами Палимабах? Под кем? Гнетонийцами вроде бы они говорили, что ассирийская... Ну, нет, это таких существенных каких-то сражений я не вижу, каких-то больших государств тогда, которые могли сравниться с Ассирией, я не вижу. Тоже вполне может себе существовать. Да, согласен с тобой. Ассаламу алейкум. Не спорю. Алейкум ассалам, Айса. Да, наконец-то ты настроил свой... Да, я хотел уточнить один момент. Если Урарту было разрушено и Нохчи оттуда ушли в современную Чечню, никакой информации с собой они, получается, не взяли, да, ни ремесло. Не, ушли в Чечню, да. Айса, я не думаю, что Оттуда пришли сюда борхенцы из Урарту. Нет, они Нохчи на этой территории уже тогда существовали, чтобы ты знал. Я понимаю, после разрушения они куда пошли, в какую сторону? В сторону севера, что ли? Ну, этого я тебе не могу сказать. Наверное, они двигались в северную часть, да. Ну, да, и Нохчи-Чуан, вот этот большой Кавказский хребет, в этом месте, где мы проживаем, уже я тоже когда-то задавался этим вопросом, я разговаривал тогда с профессором Тбилисского университета, и он утверждал, что одновременно в это время Нохчи существовали вот здесь, в этих местах, то есть нахские племена, скажем так, ну, да? Были, да, это весь Кавказ, это до Арарата, это Валитай, Салил. Да, я сейчас не буду прям вот это утверждать, что под властью там все, наверное, может быть перемешано было, где-то там жили эти, где-то жили. Но в это время уже какие-то нахские племена находятся на этой территории. Куда они ушли из Урарту? Конечно, они, наверное, не все ушли. Понятное дело, да? Где-то, наверное, были земли, которые и продолжали какой-то урожай проносить, и можно перетерпели, скажем, вот эту эпоху изменения климата, да, адаптировались в этом месте, но все равно потом они попали под влияние каких-то более мощных государств-соседей, да, я не могу сказать, но вот эта мысль меня посетила, что это государство не пало в результате вооруженного проигрыша, там, военного проигрыша или, скажем, под даже натиском. Натиск – это не значит военный натиск Ирана и армянских племен, да, это может быть миграционный натиск, как вы кто-то здесь упомянул. Да, это я говорил, да. Она и так более подходящая. Дело в том, что Урарта государство, она, естественно, существовала, и если про него упоминают и принимают многие или немногие ученые. А его падение, это мы можем, не мы, возможно, и любой может делать выводы для себя, правильно или нет. Но если он будет действительно смотреть на эти вещи более последовательно. По хребту вот на Кавказских гор, естественно, я полагаю, как и все, Нохчи Чхайнабу, и вот когда мы рассматриваем как раз диалектики, если вот его не нести вот эту историю, мы не можем увидеть полную картину. И как они происходили. При падении Урарту с двух сторон Кавказских гор остатки или предварительно вперед было, может, сказано, что война была действительно погибельная, что ощущали некоторые людям было сказано, возможно, или сами уходили с двух сторон. И мы видим маршрут с двух сторон Кавказских гор, и Карабаха, и в Грузии, и Азербайджане, и так далее, сохранили. И сегодняшний день тоже вот населенные пункты. Кто-то может, конечно, не согласиться, а может, до этого, когда туда шли, образовались они.
Но выходим мы, если диалектику нашего народа внести, разобраться, примерно, я до этого упомянул про Галгай. Галгай, по моим методам, это последние люди, которые действительно пришли из этих земель. И также вот многие тейпы не пришли, сейчас Абяхканбаву, их располагали, вот, по-моему, так, если выводы делать. Бильто, ну смотри, ну как могут они быть пришлыми, если... Не пришлые, они есть, ну, чего-то распространенной земли, что он даст. Я тебе почему говоря, ДНК-проект ингушский говорит, что первый ингуш, ингуши, по моему мнению, мое мнение ничего не значит, а для меня, я сколько не рассматриваю эти вопросы, они из тех людей, которые после разрушения или каких-то других дел, которые вернулись, какая-то группа из последних, из войны Тейп-Щор. Можно я один вопрос уточнить хотел? Если Урарту это было цивилизованное современное государство с развитой там ремеслом, наукой, письменностью, числом, и если они оттуда приходили к нам как главный хребет, условно, они должны были какую-то информацию с собой принести. Но никакой информации с той территории, кроме, как их называют, вот про это было, как раз вчера было Башламом. Ничего нету. Башлам целую передачу вел про этого. Как раз вот эти голцы, стукшта, ехканил знак, и так далее. Кроме этих знаков, ни письменности, ни ремесла, ни архитектуры, ничего нету. Они должны были что-то принести оттуда. К примеру, Хажолов Билто, например, вот было Хетта-Хуритское было царство. Они после боя с Египтом, когда они разошлись, оно исчезло, и ученые не знают, куда оно делось и по какой причине оно исчезло. К примеру, в то время, вот я один момент приведу, в то время у них была совершенная армия по одной причине. Они колесницу усовершенствовали, спицу спереди поставили посередине колесницы, и она стала более маневренной. Ну, к примеру, я говорю, даже колесница, или арба, или, я не знаю, плуг, какие-то инструменты, которые люди обрабатывали, землю, дерево, камень, этого же ничего нету. Или знания какие-нибудь. А петроглифы, они более древние. Они там за 1000 лет. А если... Я постараюсь ответить на этот вопрос. Давай. Я постараюсь, но... Примерно, скажем, Тигр Арба, волнах, эти после больших, очень больших, холунштя, Шейкара, Йоцик, Арес Арба, волнах, которые дошли до нас, не до нас, Шейкариной Ц. Эти маленькие группы. Территория занята была. Как могут люди, которые потерпели военное поражение, которые потеряли все, свою страну, свои военные силы, могли куда-то уйти без еды, без питания, без ничего. Там вообще я приведу по враждебным территориям. Как? Приведу маленький пример. Есть тогда произведение последних из ушедших, как они с Турции и так далее возвращались. Без ничего и так далее. Какие-то маленькие группы прорывались, приходили домой. Я надеюсь... отряды, которые перемещались. Боевые отряды сражались и погибли. Но домой возвращались те люди, которые простые граждане. Старики, старухи, дети и примерные выводы. Кто вернулся из Турции, которые попытались прорваться и предупредить турку, там могу, не уходите, потому что нас там убивают. Несколько человек. Смотрите, я понимаю прекрасно, о чем говорит Айса, и понимаю гипотезу, которую говорит Бильто. Но, Бильто, куда бы ни уходили Хункар Махдабан Балнохчи, они понесли туда свою культуру, они строили, и там башенные
комплексы, как и дома. Построили и знают, что есть там башенные комплексы. Это раз. Во-вторых, как бы разрушены, как бы что бы ни было, если люди пришли, у них в любом случае, с учетом того, что они с развитого, одно из самых первых цивилизованных государств, это считается Хуррито-Уральское государство, у них должна была быть письменность. Эту письменность они на глиняных или уже бумажном, на бересте, на пергаменте, они должны были донести и Бахрак, Айсас. Ничего из этого сюда не донесено. Единственное, что сюда проникло, это средневековое, мы знаем, это Тевтонский орден, о котором мы говорили. Тевтонцы, они храмовники, они оставили сразу же после себя. Есть легенды, есть храм, есть эти цветы лилии, которые они оставляли. Есть некоторые тепы, которые до сих пор живут среди нашего народа и говорят, сейчас разные тепы, наши что но остались. Речь идет именно об этом. Айса говорит тебе о том, что если они оттуда пришли и даже вернулись к своему народу, они хоть что-то, допустим, я пример приведу. Говорит, ты живешь в Америке, примерно Бахасан. В Америке ты прожил 50-100 лет, цигеру, зубочистки, на зажигалке, на мочание, и это зафиксировано, что остался, если прямым таким не очень хорошим примером, с учетом того, что ты являешься одним из передовых государств, они должны были что-то привезти сюда, будь то колесница, будь то что-то третье, десятое. Единственное, что я смотрел, вот я это приводил по уральским башенным комплексам. Совпадение строительства башенных комплексов у нас есть с урартийцами, с хуритами. Но разница в том, что хуритские башенные комплексы, уральские хуритские башенные комплексы, они более круглые, овальные, не кубические, как у нас. У нас же все везде прослеживается сплошной кубизм. То есть квадратные ее баунши, будь то на западе, будь то на востоке, они все квадратные. То есть и это даже видоизмененные. Да, они строили точно так же в Высокогорье, поскольку это военное дело все-таки, и сигнальные башни, все оно есть, но они не совпадают по архитектуре, то есть по дизайну, геометрически совпадают. Но эта гипотеза, она слабая, к сожалению, Билту. Ну, да, я согласен. Мы сегодня не можем точно ответить. Водопровод галили, и тысячи вещей, которые мы употребляем. Мы не можем знать, откуда они пришли, были у нас или нет. Примерно, скажем, в нашем селе до сих пор хранятся вот мамочка, и еще водопроводы. Я сам публиковал. Да, и у нас смотри, это период Римской империи, Римской империи, уже хыла. Это все-таки это более такой период, который... Я имел в виду, возможно, мы сегодня, когда мы не можем объяснить вот такие вещи, мы же не можем сказать то, что мы употребляем, или что-то у нас есть, откуда она привезен или нет. Единственное, что ты можешь сказать, чтобы твою гипотезу подтвердить более или менее, это только устная разговорная речь и бияц. Хихила, вот название шари, название, этонимы, гидронимы или название ицунцанию, в остальном другом, в культурном, социальном, политическом, хидайрума, оно абсолютно не совпадает с той военной демократией, которая существовала у нас на протяжении древних десяти тысяч лет, которые здесь проживали. Оно не совпадает. Почему? Что бы ты ни говорил, одной из причин развала Хуррито-Уральского государства, по крайней мере, из востоковедов, которые учитывают, они говорят, что урартийцы и хурриты были хорошие воины, но они захватывали слишком большие территории, а вот управление они доверяли тем халуям, которые проживали в этом, будь то армяне, без разницы, будь то персы, завоевать царь, отметочка, и разрушение именно этого государства произошло именно за счет чего? За то, что они не сами управляли внутри своего государства, завоевывали, расширялись, но черт долгундуй,
и Лырцедер Бандуш, Халгвахкин, Стык-Шейник Цахватур Бандуш. Это государство было... Но разве это не отголосок, который у нас остался в последние щемлевские времена? Примерно, скажем. Это, да, и также они, пленных людей, если они действительно грамотные, умные, выдающие что-то имели из себя, они их тоже высшие эшелоны куда-то должностные места. Все-таки по Шамилю, Бельто, я думаю, что все-таки все больше и больше убеждаюсь в том, что выбор имамом Шамиля было только чисто с точки зрения военно-политического и географического. Единственное место, выход, который без окружения мы остались, я думаю, только из-за этого сделали наши. Опять же, правильно это или нет, это уже Аллаху алям. Почему? Потому что кого бы ты ни посмотрел, кумыки давно были то ли под турками, то ли под русскими, грузины были под русскими, ингуши были под русскими, осетины были под русскими, терские казаки, само собой, это те же самые русские, ну, неважно, крепостные, не крепостные. В таком случае у нас остается в нашей истории одни сомнения и больше ничего. Больше абсолютно ничего. Любую вот сторону. Мы взяли Хазарии, мы взяли Алани, мы взяли другой Урарту. Мы все это пух и пах разосли. У нас нету истории. Давайте так и остановимся на этом, я думаю. Нету. Вся проблема в том, что какое бы мы государство ни назвали, что бы мы ни сказали, для начала это государство как таковое должно существовать. Существовало ли оно? Если оно существовало, допустим, у нас есть косвенные родственные отношения, близкородственные по языку с урарту-хуритами. Так? Так. Все, это оставили. Аланское царство. ДНК показывает, что в Урартском царстве одни из военачальников и сильные власть имущие были тоже ногчи. Так? Так, Аланское царство есть, Джурджукское царство. Ну, скажем, наемные люди будут, если правильно высказать. Албанском царстве мы тоже были. Тогда, получается, просто-напросто мы должны понимать, есть некоторые ученые, которые утверждают, опять же, с этими сасанидами. Были они персами или были наши? Хорошо, это тоже большой вопрос. Династия сасанидов, видишь, у нас. Нам остается то, что мы по крупицам должны везде все собирать в одну кучу, и потом уже логически, косвенно доказывать и показывать, какое мы место занимали в этих государствах, с кем граничили, с кем вели торговые отношения, экономические отношения, военные отношения. Это все нужно изложить. Хасан Бакаев попытался это сделать. Он выстроил свою цепочку, понимаешь? Но кроме него о древней нашей истории кто написал? Сам Аллах. Вот поэтому мы сегодня вот этот корень не пилим. Я и согласен с тобой. Для этого даже как бы в мифологическом форме не было что-то, чтобы наше будущее поколение или в Кединах, у них был интерес копаться в этом истории. Действительно, если взять мировой последовательность, как у нас во времени ни одного нету, какие-то отрезки времени, мифологических, я это говорил в прошлый раз тоже, в каком-то образе. Монгольская империя, да, там же масса народов было, это же не одни монголы были. Конечно. Да, в любом. Но ядро была там монгольская, вы учтите, не то, что боевые отряды, которые ничего не значат. Я говорю, в любом государстве это несколько народов или много народов, это не один народ создает одну страну. Но вот же у одного народа в руках были монголов, примерно Чингисханов Заменча, или Дон Аск Димир Халили, Лекиник Халили, я не знаю, кто Банапа, не знаю, кто угодно. Собиратели других народов — это второстепенность, которую применяли для своего блага. Мы говорим об истории, которая действительно история. Не как в второстепенном положении, а как действительно исторический факт, что этот народ какой-то своей цивилизации нес между
это Ну, время. для этого мы проводим эфиры, для этого мы собираем эти все моменты, и только так мы можем это сделать. К сожалению... Правильно, я согласен. Мне очень интересно передача, я шел, и что он, так и должно быть, я согласен. Но я бы хотел вот не резать, на чем сидишь ветку, и потом, когда послушаешь некоторых людей, да, обосновать. Мы сегодня считаем, допустим, Сосан Волчева, я не хочу по других говорить о себе. Я знаю столько, ну подожди, если я все знаю, я все сегодня закончил историю, то остальным нашим поколениям учить нечего, и у нас ничего нету. Вот так она заканчивается. У нас разговор должен быть, как мы думаем, то есть таких, как я, которые посещают... То, что мы говорим, это гипотетические вещи до тех пор, пока у нас нет основания конкретного. Пробуждение должны давать для поколений, да, и побольше Урарту. Урарту мы буквально ничего не знаем. Не то, что мы в мировом арене даже не знаем его минимизированные вещи. И когда мы сами говорим о культуре, да, вопросы правильные. И всегда вопросы, когда вопросы действительно появляются, и ответы конкретно. Вот этот парень, Иса Вармятсон, я признаюсь, почему я до сих пор не додумался, он очень конкретный вопрос дал, я дал ему Аллаха, я буду над этим работать, дал ему Аллаха. Иса, вы? Иса, говори, да? Иса, дал ему Аллаха. И он ответ дал, когда-нибудь Масарна Багия, он Мадала, вопрос Бельто, единственное, что я прошу, кто бы это ни был среди наших историков, говорить просто то, что Хазария, войновчи дважды, и вой почал прибошел, и он признавать, чтобы такие вещи говорить, мы должны иметь более сильную базу. А иначе, чтобы мы не получилось, что имеем столько всего, просто притягивая за уши, вайду бахраха, поедбачунах, конкретно Бог больше, если там это говорит, сейчас я, допустим, приведем пример. Я когда прочитал вот этого Джига Тамерлана, я взял сразу поиск национальной идентичности, и я начал искать вот эти высказывания этого Лихачева, профессора-академика. Но нигде нету, понимаешь, об этом высказывании. Если есть, должно же где-то сохраниться. Я нашел ссылку, гиперссылку, перехожу по этой гиперссылке через все чаты, GPT-чаты. Я нахожу там один ингушский паблик, который пишет, что Лихачев там чуть ли не каждое второе слово в этом письме было про ингушей. Из-за этого было принято решение реабилитации народов депортированных. Опять же, там были более большие народы, такие, допустим, на тот период Руслан Хасбулатов был там, Саламбек Хаджиев там был, Важмилера, совет депутатов Зуд, который Коммунист. Хаджиева, нет? Нет. Так, кой суери, цаса, зудер, выступление ее. Опять же, я натыкался на материалы о том, что где-то с Египта, кажется, какие-то потомки чеченцев и через египетское посольство ООН, когда приезжал Хрущев в Америку, что они донесли письмо и сказали, что нужно вернуть чеченцев, то есть народы депортированных несправедливо нужно вернуть, из-за этого якобы вернули. Рассказов может быть много, историй может быть много, но подтвержденный Бог может, что Гундуи, вот сейчас мы с Райсой мы очень давно работаем, и только сейчас мы начали с Райсой находить вот взаимосвязь с лезгинами, то есть с албанским царством. Есть очень много моментов с албанским царством, что мы участвовали. Не так
албанцам, по времена албанцам, там, грейцы. На советское время претендуют на лезгинскую на это грейцев. И вторые это уже чеченцы. Тем точно относятся к советскому царству, но до сих пор сказать не могут. Только рекомендации, и вот эти населенные в Дагестане или там царь над этим работать. Да. Есть вопросы у нас какие-то по аннотировке? Хорошо, Ибрahim, хорошо. Да, есть в Ютубе вопросы какие-нибудь, есть? Хорошо. Если кичи хата шумштала, хата вода. Да, у Малатова, це гуєрцю таке, сажа у Малатова, да, если я не ошибаюсь, сажа у меня чувствуется це. Да, сажа у Малатова, я не чувствую. Ситуация, она тоже внесла свой весомый вклад в этот вопрос. Но сегодня просто-напросто у нас получается так, что каждый хочет, чтобы вот они решили вопрос о реабилитации и так далее и тому подобное. Так. И тишина. Есть кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Человек уже кадил, навык намяться. Или телеграм у нас лагает сильно. Ибрahim, он мне хорошо. Понятно дело. А видео гуш мои? Понятно дело. Ладно тогда. Видно, слышно. И то хорошо. Да, у нас были здесь некоторые нордейцы, которые обещали, хотя бы через телеграм. А так разговоры пафосные ведут. История наша, конечно, очень сложная. Почему? Потому что найти реальную историю нашего народа очень сложно. Кроме как современной. Основываясь на современной истории, опять же, как ее пишут, это другой вопрос. Ибрahim, ладно, мы видим, что уже сегодня Хабаш
بيستخش سابات Ибраим, он дересхил, YouTube чаба выжри массана, что дересхил. Если есть вопросы, пишите в Инстаграм, в Директ, в Телеграм, в чат-бот есть, в Ютубе. Заплурду да, массана дересхил. Бюса далде алеоил, кана дал, ахуя, эфире хаусарду. Тажим алсам, катия Телеграм чат, но почему-то резко потом начали выкидывать, Интересно у нас еще впереди. Очень много документов, которые мы должны рассмотреть. Бюс Маселя Далдех, алло. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ибраим, завтра тогда сделаем еще. Давай, завтра сделаем. Давай.